В втором этапе выступит легкая и техничная Аделия Петросян. Двукратная чемпионка России уже выиграла турнир в Магнитогорске и близко не подпустив соперниц. Олимпийский сезон – это особая стратегия и подход, поэтому каждый вздох Аделии находится под пристальным вниманием общественности. Пожелаем исключительной силы духа ученицы Этери Тутберидзе. Впервые в этом сезоне на льду Гран-при появится Алина Горбачева. Призер чемпионата и Кубка России стартует позже других из-за травмы. Разноплановая и пластичная фигуристка всегда получает эмоциональный отклик от трибун благодаря своему артистичному катанию. Новый образ, новый подход развивает в этом сезоне Ксения Гущина. Она не стоит на месте, и хотя старт сезона оказался не таким резвым на турнире в Магнитогорске, все же ее катание — это всегда вызов не только технике, но и творчеству. В мужском одиночном катании зрители наконец-то дождались появления на льду Петра Гуменника. Со своей короткой программой «Парфюмер» он прошел квалификационный отбор на Олимпиаду. Мощный, техничный, пластичный, неординарный, думающий даже в самом изысканном окружении ученик Вероники Дайнеко приковывает к себе внимание. А окружение на московском турнире Гран-при будет соответствующим. Двукратный чемпион России Евгений Семененко также впервые в этом сезоне выходит на соревновательный лед. Не раз они соперничали с Гуменником, и дерзкий стиль катания Евгения неоднократно приносил ему успех. Естественно, вкупе с основательной технической базой. Еще один эмоциональный взрыв мы с вами вправе ожидать от чемпиона России, чемпиона Европы и командного призера Олимпийских игр Марка Кондратюка. На его короткой программе обычно пританцовывают все трибуны. Также в Москве на своем втором турнире сезона выступит Макар Игнатов. В новом статусе отца он прям весь светится. Танцевальный турнир совершенно потрясающий по красоте. Это зажигательные и энергичные, как предписано правилами, ритмы 90-х. Зрители увидят Александру Степанову и Ивана Букина, мощных, уверенных, элегантных. Они четырехкратные чемпионы России и уже 2 сезона никому не проигрывали ни на одном турнире. Своему ритм-танцу под пение Майкла Джексона они отдают всех себя, как, к примеру, было на этапе в Красноярске, где они выиграли золото. Недавние юниоры-триумфаторы Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов уже второй сезон штурмуют взрослые турниры. Недавно выиграли чемпионат Москвы. Их ритмическая программа — это рок и поиск, нежели просто танец. Высочайший уровень взаимодействия и драматичности, но все же легкие, развлекательные для зрителей, хоть и изнурительные для исполнителей, программы будут превалировать. Софья Шевченко и Андрей Ежлов окунут вас в ритмы дискотеки, да настолько дерзкой, что партнер даже исполнит сальто. А что, теперь это можно и в танцах на льду. И еще много-много программ, которые вы запомните надолго и будете напевать, вспоминая. Например, Казанова-Леонтьева в исполнении дуэта Варвары Ждановой и Тимура Бабаева-Смирнова. Чистое наслаждение. Спорта города Москвы, официальный спонсор соревнований, открытое акционерное общество «Российские железные дороги». Уважаемые зрители, любители фигурного катания, в рамках 4-го этапа соревнований вы можете посетить автограф-сессии любимых фигуристов. С 17:00 в фойе напротив сектора 202 начнутся автограф-сессии с участием Анны Щербаковой и Евгении Медведевой. Анна Щербакова проведет автограф-сессию с 17 до 17:40, а Евгения Медведева с 17:30 до 18:00. Итак, женское одиночное катание, короткая программа. Представляем вам официальных лиц нашего турнира. Старший судья Светлана Кандыба, Москва. Судья номер 1 Татьяна Косыгина, Санкт-Петербург. Судья номер 2 Елена Фомина, Санкт-Петербург. Судья номер 3 Светлана Михайлова, Белгородская область. Судья номер 4 Алла Шаховцова, Москва. Судья номер 5 Регина Трусова, Республика Татарстан. Судья номер 6 Лолита Лабунская, Москва. Судья номер 7 Юлия Соловьева, Томская область.
Техническая бригада. Технический контролер Ольга Кожемякина, Москва. Технические специалисты Александр Кузнецов, Москва. И Руслана Карева, Москва. Встречаем на льду первую группу участниц. Арина Кудлай, Санкт-Петербург. Дарья Третьякова, Московская область. Мария Пулина, Санкт-Петербург. Таисия Лепихина, Вологодская область. Екатерина Цыпухина, Нижегородская область. Ксения Синицына, Москва. Разрешена 6-минутная разминка. Практически полные трибуны, потрясающий стадион, удивительное настроение сегодня в Москве. Гран-при России по фигурному катанию на коньках. И это уже 4-й этап. И здесь будут соревнования, которых мы так долго ждали в столице. Первыми выходят на лед девушки. Красивые, энергичные, спортивные. Конечно же, это короткая программа, где мы не увидим элементов экстра-си, ультра-си, но это девушки, которые покажут нам настолько чистое катание, которое покорит нас, безусловно, до глубины души. На комментаторской позиции Василий Соловьев и мои верные друзья и соратники, олимпийская чемпионка Анна Щербакова. Привет, Аня. Всем привет, друзья! Здравствуйте, дорогие зрители! Этапы каждую неделю, но я уже успела соскучиться по этому соревновательному духу, который витает на этой арене. И призер Олимпийских игр Михаил Коляда. Привет, Всем привет, Миш. привет. На льду участницы, которых мы, конечно же, видим вот просто как будто мы сами находимся на льду, так близко, так это все волнует, они так быстро проносятся мимо нас, мы очень взволнованы. Первая из них — это Арина Кудлай, которая переехала из Санкт-Петербурга в Санкт-Петербург, точнее, сменила тренерский штаб, проводит свой дебютный сезон на взрослом уровне. Так много изменений у этой девушки в жизни, в ее карьере, в ее 16 лет. И настолько волнующий этот старт на таком огромном и совершенно потрясающем стадионе и по атмосфере, и по организации, вообще по всему. Тренируется она у Александрины Дегтяревой и Кирилла Давиденко. Ну и это уже второй ее этап в этом сезоне. Будем смотреть, как она прогрессирует по ходу соревнований. Дарья Третьякова будет кататься вслед за ней. Девушка из Омска, но тренируется она в Московской области в знаменитой школе Ангелы Плющенко. Ей уже 18 лет, 5-й сезон на взрослом уровне. Ну и в прошлом сезоне она была лучшей наперстницей Московской области и на всероссийских соревнованиях в Удмуртии. Сергей Алексеев на ваших экранах, ее тренер. Также она тренируется у Артема Значкова и Евгении Плющенко. Все это очень мощная тренерская команда, которая делает огромную работу в этой стремительно развивающейся школе. Мария Пулина, Санкт-Петербург. Она представляет свой родной город, тренируется в группе Валентины Чеботаревой. Тот самый тренер, у которого на руках буквально вырос Михаил Коляда, наш сегодняшний сокомментатор. 19 лет Марии, ну и она сама из спортивной семьи. Ее отец был известным парником и выступал в парном катании вместе с Марией Петровой. На этом сезоне Мария заняла первое место на Кубке Санкт-Петербурга. В Красноярске была 6-й, и тоже уже для нее сезон происходит в таком серьезном развитии. Следующая катается Таисия Лепихина. Она выступает за Вологодскую область, где живет и тренируется. 19 лет ей. Победительница чемпионата Северо-Западного федерального округа. Выступала в прошлом году на Гран-при Казани. Учится, работает. В этом сезоне выступает впервые. И
будет кататься на этом турнире, открывая свой сезон. Активно идет разминка. Вижу, что девчонки прям настроены на борьбу. Да, Мне и кажется, тем более для что- многих это далеко не первый старт в сезоне, но при такой публике, с такой поддержкой, я уверен, что девчонки сегодня будут показывать настоящий класс. И, как мы очень любим говорить, действительно настоящее красивое фигурное катание. Да, и радостно видеть, что не просто такое напряжение в воздухе витает, но девочки, проезжая мимо, успевают и улыбнуться. И вот какое-то, мне кажется, даже удовольствие получают уже даже от разминки, и хочется побыстрее уже идти в прокат. Вслед за Таисией Лепихиной на разминке в этой группе мы обращаем внимание на Екатерину Цыпухину. Она родом из Дзержинска, в Нижегородской области. Тренируется у Елены Крошкиной, но также после травмы, восстанавливаясь, проходит ее работа во взаимодействии с московским штабом Виктории Буцаевой, школой «Легенда». И Ксения Синицына также выступает в этой группе участниц. Это воспитанницы Светланы Пановой, Татьяны Моисеевой, Марии Касумовой. Серебряный призер юношеской олимпиады. И она на этом турнире катается под очень мощную, такую серьезную программу «Балет. Сотворение мира» Андрея Петрова. Все обращают внимание на эту серьезную постановку, потому что уже видели ее на предыдущих соревнованиях. Конечно, показала очень интересное, очень такое вдумчивое катание, но Ксении не хватило, конечно, баллов для того, чтобы подняться выше 7-го места, к сожалению, на том турнире. Подошла к концу разминка. Соревнование в Москве открывает Арина Кудлай. Вместе с Ксенией Гущиной они тренируются у Александрины Дегтяревой и Кирилла Давыденко. И вот пусть Sweet Dreams, ее программа, станут реальностью для дебютантки взрослого сезона. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and the 7 seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to
просто молодчина. Какая классная, такая вся зажигательная, элегантная, прям звездочка какая-то открыла соревнования сегодня у нас на турнире. Молодец. На такой высокой ноте начинаются соревнования среди женщин. Это прям было очень мощное катание. Вот когда берешь такую музыку, нужно ее выкатывать, зажигать, танцевать, а не просто механически исполнять свою программу. И сегодня Арина весь зал зажгла, ей все хлопали в такт музыки. И это прям было крутое зажигательное катание, в котором мы не переживали, получится, не получится. Она прям с такой уверенностью исполнила каждый элемент. Да, конечно, волнение присутствовало, и мы видели, что немножечко боролась с собой Арина, но, тем не менее, она каталась гораздо увереннее, чем на первом своем этапе в Магнитогорске. И сейчас просто классное начало женских коротких программ. Сейчас видим каскад на ваших экранах, тройной луз, тройной тулуп, самый сложный элемент этой программы. Прыжки вообще не ставили на пересмотр, потому что сразу было видно, что она их докручивает в воздухе и уверенно приземляется. Двойной аксель вторым элементом. И во второй половине программы тройной флип. Практически перед нами приземлилась, и мы так с Анной Щербаковой посмотрели. Нет, это был точно чистый прыжок. Да, нам прям на льду видно след приземления, так что мы все удостоверились, вопросов нет. Еще как ты любишь, Михаил, вот она проезжала, когда мимо, она смотрела даже не на нас, а вообще вот поверх, все время в публику, все время в зрителей. Она действительно заполняла все пространство, и радует, когда такие программы яркие, и спортсмены их отыгрывают точно так же четко, и с глазами, и прям душевно. 63 и Суперское 17 начало. баллов. Отличные баллы, и будем от них отталкиваться и посмотрим, как сегодня сложатся соревнования. На льду Дарья Третьякова. Из Омска Московская переехала в область. Москву Дарья Третьякова, чтобы тренироваться в Академии Ангелы Плющенко. Неизвестно, об этом ли думали врачи, когда советовали родителям маленькой девочки заняться фигурным катанием. Но со здоровьем у Дарьи теперь все в порядке. Ее короткая поставлена под треки Powerhouse. Ждем энергичного катания. I can't seem to face up to the facts. I'm dancing nervous and I can't relax. I can't sleep cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live fire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Run away. Run, 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 run away. Run, 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 run.
И снова браво, браво. Ну вот волновалась, было видно, так, оно прямо таким густым было, это волнение, потому что здесь еще и стадион такой, что все зрители сидят вот прямо возле бортика. А тут еще Татьяна Анатольевна Тарасов сидит, и все судьи, и мы еще. Но она справилась, вот совсем справилась. Мне тоже сразу же захотелось просто поздравить с чистым прокатом, потому что тоже чувствовала это напряжение, и вот как будто до последнего прыжка оно прям в воздухе витало, и как-то видно было эту концентрацию, и было видно, как после последнего прыжка заулыбалась сразу, и чуть более раскрепощенно стала кататься, и это прекрасно. Да, начала Дарья свою короткую программу с двойного акселя. Чистый, высокий, пролетный, очень хороший прыжок. Затем тройной флип. Тоже Флипу чистый, никаких вообще вообще никаких вопросов. вопросов, да. Единственное, вот мы сейчас заметили во время проката каскад тройной луц, тройной тулуп. На тулупе нам с Анной Щербаковой показался небольшой недокруг. Вот сейчас посмотрим на замедленном. Ну, небольшой все-таки был. Небольшой, но на замедленном выглядит даже лучше, чем, как мне кажется, во время проката было. То есть чуть-чуть она так дернулась на выезде, от этого казалось, что недокрут чуть сильнее, а вот сейчас смотришь на конек, и очень даже хороший прыжок. Слуца просто очень уверенно выехала на большой скорости, а после тулупа немного... Мягко приземлилась так. Да, немного перетяжку такую сделала. Дарья стала кататься гораздо увереннее, потому что мы наблюдали ее на таких крупных турнирах 2 года назад в Омске и в Москве. И сейчас, конечно же, после переезда рост очевиден, рост мастерства очевиден. На каскаде в итоге вот Q ставят на тулупе, примерно как и... Мам, пап, привет. Кира, привет. А вот Даша говорит, что Евгений Викторович заболел и просит его выздороветь. Мы его буквально позавчера только видели Плющенко на соревнованиях юниорских. Все было в порядке. Теперь нужно, видишь, немножко выздороветь. Здоровья. Что ж, да, желаем тренерскому здоровья. штабу, да. Все приветы переданы. Ну, вот ее прыжок у Даши Третьяковой, он действительно был здесь, прямо возле нашей комментаторской позиции, и меня поразило, насколько вот он какой-то мягкий и спокойный, и вперед летящий. Мне прямо очень понравилась ее техника прыжка. Так это было элегантно сделано. Хорошие баллы, и она совсем... чуть-чуть отстает по компонентам от Арины, чуть-чуть побольше по технике, и в итоге занимает пока что второе место. Мария Пулина, фигурное катание, пошла, как мы все знаем, по стопам отца. Он в свое время катался с Марией Петровой в парном, помните? Дочь тренируется у Валентины Чеботаревой и сегодня покажет программу на классическую музыку, балет «Минкус» Баядерка. Это трагедия о любви.
Потрясающе настроились на этот турнир спортсменки, и короткие программы нас продолжают радовать. Мария Пулина. Тоже, безусловно, программа классическая, но и присутствовала, может быть, излишняя сдержанность даже по сравнению с ее предыдущим прокатом на другом турнире. Но, тем не менее, вот молодцы, все делают, что было предписано. Да, действительно, сегодня была такая достаточно сдержанная программа, потому что на первом этапе в Красноярске Мария показала эту программу совершенно вот замечательно, фантастически. Нам очень сильно понравилось, потому что это действительно такая маленькая постановка с разным ритмом программы, и Мария это прекрасно отыгрывает. Да, я вживую первый раз в этом году вижу выступление Марии, и оно прям действительно завораживает. И высота прыжков, вот на ваших экранах был до этого двойной аксель на невероятной высоте, что ей аж пришлось останавливать себя, свой корпус после этого прыжка, потому что она была готова еще дальше крутиться, еще больше оборотов скрутить. Вот каскад уже, вот эта зажатость сказалась на этом элементе. Луц очень хороший, с огромной высоты она приземляется. Давайте отметим тоже заход на флип. Очень сложный. Невероятный. Но вот на тулупе недокрут находит четверть оборота. И на флипе, ну, чуть-чуть не самый уверенный выезд был. Но, тем не менее, с такого захода это, конечно, впечатляет. После флипа был исполнен заклон, тоже на невероятной скорости, с очень красивыми позициями. И вот, наверное, в целом вот вся картинка, ее катание, дорожка, вращение, правда, завораживает. Тоже очень хороший результат. Мария занимает на данный момент вторую строчку вслед за Ариной. Короткую программу представляет фигуристка из Вологодской области Таисия Вологодскую Лепихина. область представляет 19-летняя Таисия Лепихина. На чемпионате Северо-Западного федерального округа она была первой. В короткой программе катается под пение Шерон Ковач из Голландии. Называется песня «Дьявол, которого ты знаешь». Кто же это? Stepped into a dark ride with cigarette smoke, feeling alright. The sky looked like black glitter. Tonight you'll be a winner. You said I took to the wrong side. Fuck me up and now you play nice. You got to know I burned your letter. Worse for the better. You made me fall. I'll make you cry. You made your bed, now lying there. We're done with that. Stop hiding there. One step, two step, three step, four. My heart in the trunk, but your body's on the floor. Horns on my head, you lost your bet, 'cause you are the devil. You know, you know, you know. You know, you know, you know. The devil, you know, you know, you know. You know, you know, you know. The devil, you know, you know, you know. You know, you know, you know. Coming out of a real thriller. Never thought you was a killer. Thunder brings white light. Callback's gonna be alright. We used to be easy, but now you are my enemy. Did you enjoy the war fight? Now we say goodbye. You made me fall. I'll make you cry. You made your bed, now lying there. We're
очень позитивное, очень стильное катание. С каким удовольствием она исполнила эту программу. Безусловно, элементы попроще, чем у ее соперниц. Там, каскад 3-2, а не 3-3. Или вместо флипа Ридбергера, она, между прочим, говорила в интервью, что Ридбергер ее любимый прыжок. Но вот все в этом заключается. Она все делала сегодня по любви. Сегодня был такой очень аккуратный, хороший, надежный прокат, да. И я вот вам открою небольшой секрет. Я в конце прошлого сезона, точнее в мае, приезжал в Вологду с мастер-классом. И сразу же хотелось бы отметить Таисию, потому что она очень старательная ученица. Сегодня, мне кажется, это тоже было видно, как она вот старательно все исполняла в своей программе, и каждый прыжок, и старалась доделывать абсолютно все движения, и как она улыбалась нам в дорожке несколько раз. Ну, как нам? Михаилу она улыбалась. Нет, точно не мне. Это, Василий, вам было. Мальчики, не ссорьтесь. Мы ссориться не будем. Прокат действительно такой хороший. Я уверен, она получит гораздо больше, чем в прошлом году на Гран-при в Казани, где у нее короткая была 46-39. И она там заняла всего лишь 11 место. Рост очевиден. Сегодня Опять. из недочетов все, что можно отметить, двойной аксель. Вот он был прям такой аккуратненький. Из-за этого небольшой недокрут Q ставят на этом прыжке. И также по уровням есть вопросы, потому что нет четвертых уровней. Заклон третьего и все остальное второго. Дорожка и 2 обращения. Всем То есть это удачных вот просто соревнований. моменты, над которыми еще Санкт-Петербург, можно всем поработать. Лучезарная девушка передает всем привет. Вот, и сердечко. Научились вместе. Как, говорит, это делается? Ну-ка, давай попробуем. А вот так это делается после хорошего проката. Не стыдно такое и сделать. 50 баллов она набирает, пока что 4-я. На льду Екатерина Цыпухина. А это возвращение на Нижегородская лед Екатерины Цыпухиной. У нижегородской спортсменки была травма. Она работает с тренером Еленой Крошкиной при поддержке московского коллектива Виктории Буцаевой. «Cantos de Fuego». Это, между прочим, песня огня. Вот такое у Екатерины сегодня настроение.
Екатерине Цыпухиной тоже отправляем наши теплые лучи поддержки. Такая фигуристка, в общем-то, основательная, умеющая при хорошем состоянии духа и тела и четверной сальхов прыгать, да, исполняла на турнирах. И вот возвращение после травмы, может быть, не так быстро происходит. Ну, что произошло с Луцем вот в начале этого катания? Вот мы сейчас и посмотрим, потому что изначально, вот как она ехала, готовилась, начала прыгать свой этот Луц, было видно, что он у нее будет неудачный. Напряженный, да, был прокат, потому что каскад она планировала сделать первым элементом. Давайте вот посмотрим, что же пошло не так. И все, и она уже вся справа. И максимум, что можно было сделать, это как раз именно таким образом спасти прыжок. Да, Не- как будто не она получив сделала дедакшн. лучшее, что могла, чтобы Да, не да, упасть да. с этого прыжка. И дальше, получается, она катала программу, делала дупель, вращение, но в голове уже держала, что во второй половине программы ей придется делать каскад. И мы все тоже это понимали. И вот здесь тот самый каскад, тройной флип, тройной тулуп. Флип она делает, и тулуп, в принципе, тоже очень хорошо делает. Я даже не ожидала, честно скажу, что она пойдет в тройной, потому что, ну, когда первый прыжок такой неудачный, то все-таки во второй половине, конечно, риск идти в каскад 3-3, когда уже сил меньше. Ну и плюс но... она его делала как-то вот очень аккуратно заходила. То есть на 3-3 все-таки спортсмены набирают гораздо больше хода. Да, вот поэтому для меня Поэтому и это, честно, 3-2, стало да. неожиданностью, именно приятной такой неожиданностью. И вот Екатерина большая молодец, хоть и получает она недокрут и на флипе, и на тулупе в этом каскаде. Тем не менее, то, что она решилась на это и пошла на этот каскад, это достойно уважения. Лачина, настоящий боец. Таких мы всегда поддерживаем и желаем им удачи. И после восстановления это очень важно, на самом деле, выйти и хорошо откатать. Это даже психологически И даже будет в самом поддерживать. прокате перебороть Да, себя. да. Короткую программу представляет фигуристка из Москвы Ксения Синицына. На московском этапе серии Гран-при короткие программы девушек и бронзовый призер чемпионата России 24 года Ксения Синицына на льду. Не таким стремительным оказался старт на турнире в Магнитогорске, но время летит. Можно представить новую себя сегодня. Ее программу «Сотворение мира» на серьезную музыку Андрея Петрова фигуристке поставила хореограф Вера Арутюнян.
очень театральная, проникновенная программа. И с каким азартом она погружается в эту программу, как ей самой интересно ее катать. Еще я отметил, вот рядом с нами сидят Татьяна Тарасова и Елена Чайковская, и когда прыгнула свой аксель Ксении Синицын, то Елена Анатольевна показала, смотри, как высоко. Браво, Ксюша, браво. Для меня эта программа сегодня прям настоящее произведение искусства. Насколько изысканно каталась сегодня Ксюша, и насколько эта программа идет. И вот как будто так только она ее может выкатать. И сегодня это все зашлось. Да. К сожалению, вот не сошелся только первый каскад. Как и в Магнитогорске возникли проблемы, но там она сделала 2-3, сегодня все-таки сделала 3-3. И после такого первого тройного лутса мы, честно говоря, даже переглянулись, что как вообще она смогла скрутить еще один тройной тулуп. Да, мне кажется, отдельный приз нужно выдавать за волю к победе, волю к каскаду, потому что посмотрите, какое неудобное приземление с этого лутса, как ее прям пошатнуло, приземление на полную стопу, и после этого абсолютно легчайший тройной тулуп сделать. Это нужно постараться. Да, и потом у нее же плечи начинают тоже уходить, то, соответственно, она должна плечи вернуть обратно как бы в такое удобное положение, чтобы прыгать тройной тулуп. Это здорово. Вот это уже мастерство. Тройной флип. Тоже такой аккуратненький. После такой длинной дорожки шагов. Это даже была не дорожка шагов, а скорее какой-то вот рассказ. Вот мне тоже так показалось, что это вот прям какая-то золотая середина этой программы, и как будто все остальное, но вокруг этой дорожки строится. И, конечно, это сильная сторона Ксюши. Да, здорово. И особое мастерство делать это не торопясь, выговаривая в этом рассказе каждое слово. 67 баллов – это лучший результат. На 4 балла превосходит она ближайшую соперницу на данный момент и лидирует. Встречаем на льду вторую группу участниц. Екатерина Анисимова, Тульская область. Мария Мазур, Москва. Вероника Еметова, Москва. Ксения Гущина, Санкт-Петербург. Аделия Петросян, Москва. Алина Горбачева, Санкт-Петербург. Разрешена 6-минутная разминка. Сумасшедший прием от болельщиков на стадионе, потому что следующие 6 участниц уже находятся на льду. Это группа, она тоже была в жеребьевке, эта группа, но назовем ее все равно группа сильнейших, потому что здесь находится Аделия Петросян, здесь Алина Горбачева, здесь Ксения Гущина. Это спортсменки, к которым прикованы все взгляды, безусловно, и до начала турнира, и в процессе всего сезона. Практически под микроскопом рассматривают жизнь этих спортсменок. Открывать группу участниц будет Екатерина Анисимова, представляющая Тульскую область. Тренируется она сейчас в Москве. Здесь же будет поступать в университет. Интересно, что программами Екатерины Анисимовой занимаются Наталья Бестемьянова с Игорем Бобриным. Это потрясающий творческий дуэт невероятнейших спортсменов и затем театральных постановщиков в истории нашего фигурного катания. Екатерине Анисимовой 17 лет. Она с 4 лет катается. Конечно же, вся семья ее поддерживает здесь. Они находятся для того, чтобы ей аплодировать и всячески ее мотивировать. А тренируется она у Александры Козловой и Ирины Назаровой. Второй будет кататься Мария Мазур. Представляет Московскую область, Академию Ангелы Плющенко. Уже 5 лет она там тренируется у Дмитрия Михайлова, Сергея Алексеева и самого Евгения Викторовича.
16 лет ей, она впервые на взрослых этапах Гран-при. На чемпионате Москвы была 5-й в этом году. И занятный факт, который, ну, наверное, про многих можно сказать, то, что вот в 2018 году на чемпионате Европы она была одной из тех девочек, которая собирала игрушки на катке. А вы собирали когда-нибудь игрушки на катке? Конечно. Для Конечно. кого? Но это был... Помнишь, для кого? Да, или нет? помню. Для Евгения Плющенко. Это был далекий 2000, наверное, 2-й год. Мне, к сожалению, не довелось на крупных стартах собирать игрушки, хотя я всегда мечтала об этом, но однажды, я помню, я своей старшей сестре выносила после проката игрушку, а я благодаря ней начала кататься, так что это тоже для меня символичная Да, это тоже история. считается, это тоже работает. Вероника Еметова также на льду из Свердловской области. Она победительница финала Кубка России 22 года. Этой весной переехала в Москву и тренируется у Сергея Давыдова. Сергей известнейший спортсмен в прошлом, долгое время выступал за Белоруссию, выиграл, по-моему, 6 чемпионатов Белоруссии, может быть, даже больше. Выступал и на Олимпийских играх, и на различных турнирах, тренировался у Елены Анатольевны Чайковской. Ну, а в короткой программе Вероника Еметова такую мощную дает энергетику в программе «Дом восходящего солнца». Есть у нее свои находки, которые даже некоторые спортсменки цитируют. Ну, то есть это прямо очень интересная работа ведется в этой тренерской группе. Не только техническая, а техническая прямо на высочайшем уровне, но и, конечно же, творческая. Ксения Гущина, трехкратная чемпионка Санкт-Петербурга. На чемпионате России была пока что 8-й в прошлом сезоне, но, тем не менее, сезон провела уверенно, прошедший. Там было и серебро в Магнитогорске, и бронза на этапе Гран-при в Москве. То есть на этом счастливом льду в этом сезоне в Магнитогорске пока что 6-я. Тренируется она у Александрины Дегтяревой и Кирилла Давыденко. Тренируется в Санкт-Петербурге. Туда она переехала из Перми, когда ей было 15 лет. И тоже все всегда обращают внимание на этот факт, что Артем Федорченко ей поставил короткую программу. Это очень тоже знаменательный факт. Совершенно сумасшествие здесь творится какое-то, когда на льду появляется Аделия Петросян, или ее объявляют, или что-то говорят, прямо звуковой волной тебя сбивает. Ну что говорить про Аделию Петросян? Чемпионка России двукратная, трехкратная победительница финала Гран-при, выиграла все турниры, в которых принимала участие. Ученица школы, которая выигрывает наибольшее количество соревнований, наверное, у нас сейчас, да, по статистике на льду. Это Хрустальный, Терри Тутберидзе, Сергей Дудаков, Даниил Глихенгаус. Все они здесь у бортика поддерживают и настраивают свою спортсменку, у которой самое главное испытание, конечно же, еще впереди. Но каждый турнир важен, каждый шаг важен, каждый вздох важен. Поэтому такое пристальное внимание. Алина Горбачева, Москва, группа Софьи Федченко, бронзовый призер чемпионата России, серебряный призер финала Кубка, победитель первенства среди юниоров еще в 23-м году, сейчас ей уже 17. Ради карьеры она когда-то тоже совершила длинный переезд из Краснодара в Тверь, потом уже перебралась в Москву. И вот сейчас Алина тоже приходит в себя после травм, которые мешали подготовке к этому сезону. У нее интересная программа, такая лирическая, интересная интерпретация Разминка окончена. Бетховена Просим фигуристок современная. Очень много она занимается еще дополнительным каким-то развитием, балетом, серфингом, верховой ездой, чтением книг, даже собиранием деревянных пазлов. Все есть в ее портфолио. И мы ждем ее выхода на лед. представляет Екатерина Анисимова, Тульская область. Екатерина Анисимова, Тульская область. Ее программы поставлены Натальей Бестемьяновой и Игорем Бобриным. В короткой фигуристка будет кататься под убойное танго. Так называется, наверное, точнее и не скажешь.
Не только несмотря, но даже вопреки вот этому сорванному прыжку, все равно хочется сказать «круто». Вот круто выступила. И я вот единственное, я не понял, она еще даже нескольких движений не сделала, а Михаил уже сказал «прибавила». Как ты по первому движению понял, что она прибавила? Действительно прибавила, потому что за Екатериной Анисимовой мы ее уже давно наблюдаем. И год от года видим ее реальный прогресс. То есть по первым движениям спортсменки можно сказать, что она очень сильно прибавила в хореографии, в интерпретации. И мне тоже понравилось, что она работала не только на ту сторону арены, где сидят судьи, она работала на весь зал. Мне хочется сказать, что мысль такая пришла, что Катя — это прям украшение любого турнира, потому что уже начиная с прошлого года мы всегда отмечали ее программы, ее харизму, ее подачу. Она всегда берет очень сильную, яркую музыку, и когда берешь такую музыку, нужно ей соответствовать и быть еще ярче, чтобы музыка тебя не затмевала. И вот Кате это всегда удается, и она правда прибавила, и сегодняшний прокат был очень сильным, и очень порадовало, что ошибка правда не сказалась на общем впечатлении от программы, что тоже является настоящим мастерством. Да, но вот мы очень сильно переживали за каскад, тройной флип, тройной тулуп. Мы знаем с прошлых лет, что с каскадами, конечно, у Екатерины возникают иногда сложности. И на разминке они тоже были. Да, и на разминке на 6-минутной они тоже были. Но вот, к сожалению, как так? Ридбергер, казалось бы, такой один из, можно сказать, базовых прыжков. И сегодня только двойной, еще и с падением. И мы видим, как тренер тоже очень сильно расстроилась. Мне кажется, там вот прям соскочила нога. Бывает такое, что на реберных прыжках лезвие соскакивает, и даже бывает такое, что прям без прыжка соскакиваешь. И вот как будто сегодня было что-то похожее, такая вот какая-то нелепая случайность. Какое-то происшествие, а не логичное, да, какое-то не логичное событие. Ну что ж, отстает она, конечно, сильно без одного элемента, и у нее 44 балла, она на последней строчке пока что. Представляет фигуристка из Москвы Мария Спортсменка из Академии Ангелы Плющенко, где она тренируется у Дмитрия Михайлова. И на ваших экранах был Сергея Алексеева, ну и самого Евгения Олимпийского. Не знаю, кто из тренеров выбрал трек для короткой программы, но называется он «Why don't you do right?» Почему правильно не делаешь? С юмором. You had plenty money, 1922. You wouldn't be wandering now from door to door. Why don't you do right like some other man? Get out of here.
Вот немного расстроенной. Выглядит, наверное, одной из первых, кто выглядит вот по-настоящему расстроенной тем, как она откаталась. Хотя, ну что, кроме 3-2 каскад, мы что-то еще можем отметить? Нет, в целом прокат был замечательный для первого раза. Для вчерашней юниорки это очень хороший старт. Конечно, мы видели на 6-минутной разминке, что она немножко так с осторожностью каталась, разминалась. И сейчас в этой короткой программе тоже образ настолько ярчайший, настолько надо кататься, вот прям, чтобы каждого в этом зале прошибала вот эта энергетика. Сегодня было так сдержанно. Но после того, как отпрыгла все прыжки, в дорожке шагов немножечко все-таки пошла такая правильная расслабленность. Да, безусловно, вначале некоторая зажатость присутствовала, но мне Машина катание очень понравилось. Она очень пластичная и катается очень размашисто. То есть движение у нее очень широкое, и у нее вот прям есть эта возможность заполнять площадку. И прыжки на большой скорости она выполняет заход на двойной аксель. Вообще какой-то мега сложный был, через стройку, с затяжкой. То есть программа насыщенная, наполненная. И в дорожке, когда она немножко подрасслабилась и начала прям танцевать от души. Понятно, что чуть-чуть ее ошибка, наверное, гложила все-таки. Но прям виден большой потенциал этой программы, и хочется ее увидеть так, как Маша может это откатать. Видимо, какой-то долгий разговор у Сергея Алексеева, ну, у тренерского штаба со спортсменкой, потому что когда произошло этот 3-2, видимо, это настолько было нелепо и непривычно, что прямо аж закатил глаза тренер. Невероятно. Ну, наверное, получается этот каскад легко, но не сегодня. Она занимает 5-е место на данный момент. Короткую программу представляет Вероника Еметова с этого сезона тренируется с Сергеем Давыдовым. Отличный в прошлом спортсмен, ныне очень серьезный тренер с прекрасной группой. Вероника, спортсменка самобытная, исполняет драматичные программы. Сегодня она катается под балладу «Дом восходящего солнца» с глубокими эмоциональными корнями. Эта история. There is a house in New Orleans they call the rising sun, and it's been a ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one. My mother was a tailor. She stole my new blue jeans.
О, как встречают трибуны! Вот это да, Вероника Еметова. Но это бомбическое катание. И столько в ней какой-то живой вот этой вот энергии. Что у Вероники не отнять, так это вот эта мощная энергетика, которая пробивает просто все трибуны до последнего ряда, и никто равнодушно после ее проката не остается, потому что вот это прям ее стиль, это воинственная музыка, такое боевое катание, и особенно в дорожке, насколько это было мощно. Да, вот только хотел сказать, что у Вероники есть такой свой неповторимый стиль, который не пойдет другим спортсменкам. Вот только она так может. А вот можно вопрос по каскаду? Мы сидим на такой точке, что было видно, что ось очень сильно наклонена у спортсменки. Это какой-то... Но, тем не менее, она все сделала. Это какой-то сегодняшний сбой или у нее периодически случается? Это я очень хочу надеяться, что это только сегодня так, но иногда проскакивает все равно, что она слишком сильно находится, корпус слишком сильно наклонен к рук. То есть надо быть чуть-чуть поровнее себя держать. У Вероники прекрасно и очень стабильно получаются прыжки, и особенно хорошо сольные и первый прыжок в каскаде. К ним практически никогда не возникает вопросов. А вот тулуп довольно часто становится таким камнем преткновения. То недокрутик вылезает какой-то, и вот сегодня Кью ставят небольшой недокрут на этом каскаде. Это единственная такая прям помарка в этом прокате, а в остальном сегодня прям очень хорошо смотрелась и в дорожке прям зажгла. И какая работа корпусом была. Замечательная, очень насыщенная дорожка, и я вот, честно говоря, не могу понять, почему дорожка стоит 3-го уровня. Я бы поставил 4-й. И вот этого недокрута на первом каскаде ей, конечно, не хватает для того, чтобы занять лидирующую позицию. Сейчас она уступает Ксении Синицыной по компонентам. 1,5 балла. Их хотя выигрывает чуть-чуть по элементам, но этого недостаточно, чтобы быть первой. Она на 2-м месте на данный момент. Завсегдатай Мариинки Ксения Гущина на льду. Не мудрено, что творческая составляющая имеет важное значение для этой фигуристки. Джазовый хит из мюзикла «Милая Чарити» и кавер криминального откровения Майкла Джексона. Это ее короткое сегодня. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, and 7, and 8, and 1, 2, and 3, 4, and 5, 6, and 7, 8, and 2, and 3, and 4, 6, 7, 8, and 1, and 2, and 3, and 4, and 5, and 6, and 7, and 8, and 1, and 2, and 3, and 4, and 5, and 6, and 7, and 8. How about a few laughs? I can show you a good time. Do you wanna have fun? Fun, fun. How's about a few fun laughs? Laughs, laughs. I can show you laughs, laughs. Good time, fun laughs. Good time, fun laughs. Good time. What do you say to a how's about a laugh? I could give you some. You ready for some fun? How would you like a? Let me show you a good time. Hey, big spender. Hey, big spender. A little time with me. Fun laughs, good time. How's about a palsy? You've been hit by, you've been struck by a smooth criminal. A 1, 2, 3, 4. Feeling good, so they gave it to me our way. It was a Sunday with a black day. Out came out resuscitation, stomach heartbeats, intimidation, and here you will be.
суперспектакль. В одном лице она разыграла целую картину здесь у нас на льду и заворожила публику своим катанием, таким необычным, с такой необычной постановки. Мы очарованы. Официальный партнер Федерации фигурного катания России на коньках Т-Банк восхищается своими клиентами и всеми участниками соревнований. Всем, кто проявил себя на этом льду, Т-Банк желает не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. Как же мне нравится преображение настоящее Ксюши в этом сезоне. Она так по-новому раскрывается в своих программах, и это правда настоящий спектакль. То, что мы видим на льду, каждое движение, с какой подачей, с какой манерой она это все делает. Это вот настоящее кошачье такое катание и подача. И по сравнению с первым этапом, который проходил в Магнитогорске для Ксюши, именно сама программа стала ярче, 100%. По прыжкам было видно, что ее немножечко качает в разные стороны, начиная с двойного акселя. На выезде, казалось бы, что там может быть не так. Потом каскад 3-3, луц-тулуп тоже Луц в одну сторону, тулуп в другую сторону. Да. При этом огромная высота прыжка у нее, и она докручивает все равно и выезжает эти прыжки. Но да, прям было видно, что ось сегодня немного гуляла, но по программе прям видно, как от старта к старту каждое движение прорабатывается до мельчайших деталей. И сегодня она прям проживала эту программу, от души каталась, и это было прям круто. Ну и не каждая спортсменка такую прическу делает специально под свой образ. Многие делают, но тут образ сегодня прямо все до мелочей. Да, Прям. до мелочей. Все проработано. На первом месте на данный момент Ксения Гущина, опережая на полбалла свою ближайшую преследовательницу Ксению Синицыну. Программу представляет фигуристка из Москвы на льду Аделия Петросян. Аделия Петросян продолжает победное шествие на всех турнирах, в которых принимает участие. В последний раз в Магнитогорске, где она буквально заворожила своей интерпретацией хитов Майкла Джексона. Давление увеличивается с каждым стартом, но такова судьба олимпийцев. Все самое главное в этом сезоне впереди. И необходимо подойти к старту на играх с железным человеком. Все остальное — лишь шаги. My home, my place. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping
Супер! Мы аплодируем всем стадионам. Аделия Петросян. Потрясающе! Все хорошо? Просто нет слов. Шикарно. Сегодня было все выполнено шикарно. Они вместе с тренерским штабом приняли решение эту программу вернуть. И вот сейчас эта программа, мне кажется, как родная уже на Аделии. У нее каждый акцент в крови словно. Она прям живет этой музыкой. И, это сегодня было невероятно круто. Настолько все отточено до мелочей. Она знает каждый акцент музыки, каждое движение пальчика. Доработано все до мельчайших деталей. Здорово, супер. По подаче сегодня мне гораздо больше понравилось, чем на этапе в Магнитогорске. А не показалось, что сегодня было поспокойнее? Мне иногда кажется, что нерв придает какое-то выступлению изюминки. Но сегодня она действительно выглядела гораздо спокойнее, чем на первом этапе. И там она набрала достаточно прилично, 75-89. Я полагаю, сегодня эта сумма будет чуть-чуть, но все-таки выше. Я думаю, что сумма будет прилично выше, потому что она набирает уверенность, и эта уверенность отражается и в оценках, само собой. Сегодня все 4-го уровня, и, в принципе, вот в этой программе сегодня это было настоящее мастерство, где каждая доля секунды, где нет мелочей, и вообще все сделано на все 100%. Еще И по подаче, как она, вот видим сейчас, в дорожке все отыгрывала. Умничка. Еще программа так сложно смонтирована из произведений Майкла Джексона, что там чуть-чуть опоздал, и все представление улетело в никуда. А Почти она как в каждый танце. акцент словно вот за долю секунды уже предугадывает, и движение начинает заранее, и это видно, что эта музыка у нее уже вот прям отскакивает от зубов. Довольные тренеры Этери Тутберидзе, Даниил Глихенгаус, и оценки на несколько баллов выше, чем на предыдущем турнире, и на 10 баллов выше, чем у ближайшей преследовательницы здесь. Программу представляет Алина Горбачева, Санкт-Петербург. А завершает сегодняшние соревнования у девушек Алина Горбачева. Долго ждали ее поклонники, и вот сейчас бронзовый призер чемпионата России покажет свою короткую программу. Виктория Токка и Лора Райт. О чем грустят девушки под музыку Бетховена.
Ох и красиво, и ох и непросто этот прокат дался сегодня Алине. Вау, просто вау. На самом деле, по подаче, по хореографии, по той сложности между элементами, вот сейчас во время проката мы с Анной Щербаковой обсуждали, как у нее все настолько насыщенно. Нет просто каких-то свободных мест, где можно просто сделать беговые для того, чтобы разогнаться на прыжок. И Алина сама по себе еще такая миниатюрная фигуристка, но вот как только она начинает катать свою программу, это прям взрослый спортсмен, у которого такие интересные постановки, и они вычищены до мелочей, вот каждый шаг, и настолько сложные, и переплетенные между собой эти переходы, и подача, и вот как-то образ в целом складывается, что как только она начинает выступать, перед тобой уже не маленькая девочка, а взрослый спортсмен вот с такой серьезной подачей. Да, вот сейчас мы видим на экранах каскад, должен был быть тройной луц, тройной тулуп, но как будто ехала она на него сразу вся в сомнениях, приехала очень близко к бортику, не самый лучший выкат из тройного луца был, и она, я думаю, правильное решение приняла, что пошла в двойной тулуп, облегчила каскад, но зато сделала это чисто. Да, вот единственные такие маленькие ошибочки как раз вот сейчас на ваших экранах, на твизлах, в дорожке шагов. Ну, то есть боролась сегодня. Некое волнение, да, присутствовало, но думаю, как раз-таки то, насколько вычищенная и отработана эта программа была, потому что видно, что очень много работают над каждым движением, каждым жестом, взглядом, поворотом головы, рукой, ногой, что вот это дает о себе знать. В какие-то моменты у меня даже мурашки начинали бежать, когда она катала свою программу, то есть настолько здорово. Хотя мы, в общем-то, видели очень большое количество программ, и нас удивить уже сложно. Но нет, все-таки Алина сумела. Это хороший старт. Это очень славное начало сезона. Пусть не все сразу получилось в этой короткой программе, но впереди еще так много событий. На данный момент Аделия Петросян по-прежнему на 10 баллов опережает ближайших своих преследовательниц Алину Горбачеву и Ксению Гущину. Официальный спонсор соревнований — открытое акционерное общество «Российские железные дороги». Ну а со второго по 6-е место мы видим отрыв не такой большой. Девушки, конечно, сегодня так нас порадовали. Такое было замечательное соревнование. Так много всего красивого, душевного, интересного, увлекательного. Потрясающе. Сегодня было все, чего мы ждали. Была и борьба, и интрига, и невероятные программы, завораживающее катание. В Кисен-Край нас ждет интервью с лидером. А с микрофоном олимпийские звезды Евгения Медведева и Максим Троньков. Стартовал 4-й этап Гран-при России по фигурному катанию на коньках. Золотой конек Москвы. Только что завершились короткие программы женщин. И уже привычно первую строчку после этого вида программы занимает Аделия Петросян. Аделия, ну расскажи, как тебе вновь на первом месте и как тебе было сегодня кататься? Как ощущение? Мне показалось, что по сравнению с Магнитогорском в 3 раза увереннее ты сегодня выглядела. Старалась поувереннее выходить. Встречали здесь очень громко, и это очень поддерживало и придало какую-то уверенность. И, в принципе, я уже вышла спокойнее, нежели на 6-минутке. Была ли проведена какая-то работа над ошибками или, может быть, в расписании какие-то изменения? Больше отдыхала после Магнитогорска или, наоборот, еще больше работала на льду, в зале? Расскажи немного про подготовку к своему второму этапу. Расписание было абсолютно такое же, отдыхала столько же. И сначала был спад после этапа, и вот последнюю неделю начала немного приходить в себя, уже набирать форму, и надеюсь, что эту форму получится показать и завтра. А завтра что планируешь исполнять? Или уже не загадываешь после Уже Магнитогорска? не загадываю, да. А то ты всё. там наговорила. Да, я первый раз так сделала, и последний. Все. Но я-то знаю, что на тренировках ты исполняешь по 2 четверных в произвольной программе. Более уверенно по сравнению с Магнитогорском это уже получается более стабильно? На самом деле, в Магнитогорске я была готова, и поэтому, наверное, не буду говорить, что здесь что-то увереннее или менее уверенно, стабильнее, нестабильнее. Пусть пойдет, как уже пойдет, и покажу все завтра.
прошлом сезоне ты исполняла тройной аксель, как и в короткой программе, так и были попытки в произвольной программе. В этом сезоне планируешь его еще до чемпионата России тренировать, вставлять, накатывать? Тоже бы не хотела про него говорить, потому что всегда что-то скажешь, потом он либо не появляется, либо Испугается что-то и убежит. и успугается, да, поэтому Ну, буду скажи просто работать над да, ним. ведется работа над этим? Ведется. Ну, до чемпионата России довольно много времени, 1,5 месяца, 5 недель. Чем планируешь заниматься, как готовиться? Может быть, возьмешь мини-отпуск? Меня после каждого старта спрашиваете про мини-отпуск. Я уже Мы все надеемся. я свой отпуск отсидела летом, когда восстанавливалась после травмы. Так что нет. Мой следующий отпуск только в мае. Ну, как сейчас здоровье, не могу не спросить. Беспокоит ли травма или уже все позади, забыла? И работаешь как Аделия Петросян-Праймова, которая 2 сезона была непобедима. Работаем, да. И жаловаться не могу на свое состояние, так что все хорошо. Ну, мы тебя долго держать тут больше не будем. Отправляем тебя готовиться к произвольной программе. Уверена, тебе точно есть что поделать, кроме как общаться здесь и с нами вместе. Ну, а мы ждем интересную очень гостью у нас в студии. Максим, объяви, пожалуйста. Да, у нас для вас сюрприз. Совсем скоро в эту студию войдет одна из самых известных, самых любимых и нами, в том числе, фигуристок нашей страны. Она уже заходит к нам в студию. И зал продолжает ее звать. Саша, 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 потому что с нами Саша Трусова. Саш, привет, мы рады тебя приветствовать. Ты украшение настоящее нашей студии. Долго мы тебя ждали, соскучились. Расскажи, как тебе соревнования женщин-одиночниц? Спасибо большое. Мне очень понравилось. Девочки молодцы. Вот. Я смотрела с удовольствием. Ну, давай пройдемся чуть-чуть по тем девчонкам, которые прям ярко тебе запомнились. Может быть, программа какая-то, или, может быть, конечно же, я не могу тебя не спросить про прыжки. Конечно же, ультра-си мы сегодня не увидели в таком количестве, в котором, возможно, ты когда привыкла исполнять в своих программах. Но вот поделись своими хайлайтами. Вот кто тебе сегодня реально симпонировал и понравился? Ну, я в любом случае могу сказать, что я ценю, когда идут на риск. В данном случае это каскад во второй половине. Поэтому все девочки, которые шли и которые пытались сделать, ну, я респект им. Вот. Аделия, конечно, молодец, безусловно. Очень нравится программа у Ксении Гущиной. Вот. Бигспендер, когда-то маленькая я катала тоже бигспендер. Вот, мне очень запоминается. Наверное, ну, Ксения Синицына, не Ксения, молодец, тоже понравилось. Давай на них тогда остановимся, как-то поговорим об этом, потому что у девочек не самый простой период, особенно, наверное, у Ксении Синицыной, он немножко уже затянулся. В прошлом сезоне американские горки, в этом сезоне чуть лучше, чем в Магнитогорске, да, там был каскад, пусть в первой половине, но только двойной луц, тройной тулуп. Сегодня тройной луц пошла, но опять какая-то ошибка, недокрут приземлилась. Как ты думаешь, что происходит с Ксюшей? Вроде бы она не сильно выросла, не сильно поменялась, но вот вылезают ошибки, и мы все время ждем от нее чистого катания, потому что она классно катается, программы волшебные, но когда есть ошибки, теряется впечатление. Что с Ксюшей Синицыной? Как ты думаешь, по твоему мнению? Ну, уже лучше. Я думаю, что девочки взрослеют, и это тяжело. И вообще тяжело из старта к старту катать чисто. Вот, я думаю, что все равно они чувствуют давление, что вот они катали хорошо, надо так же. И стараются поддерживать, но иногда не получается. Все-таки все люди. Продолжение темы про каскады во второй половине. Да, это на сегодня определенный риск был для девочек. У кого-то получилось, у кого-то нет. И я сейчас конкретно говорю про Алину Горбачеву, у которой в первой половине очень красивый, уверенный тройной флип. Уверенный двойной аксель с запасом. Понятное дело, что там тренируется и ультра-си, это сильно видно. Но вот, казалось бы, человек, который прыгает четверной прыжок, и заявляет его и в соревновательных программах. Во второй половине программы луц-тулуп 3-3 должен был быть. Произошел сегодня только тройной луц, двойной тулуп. Как ты думаешь, это техническая ошибка или где-то по силам не дотянула, понервничала? Ну, во-первых, у нее была травма, и она недавно только восстанавливалась, только вышла на лед. И я считаю, что и физическая, может, форма еще не та, и, соответственно,
волнение тоже, потому что долго не выступала, вот, пропустила там. Поэтому думаю, что все вместе. Посмотрим, что она сделает в произвольной программе. Ну, я думаю, что у нее все получится обязательно. Но у меня к вам тогда двоим вопрос по поводу этого злополучного каскада. Мне, парнику, несведущему в вопросах прыжковых элементов, ответьте. В произвольной программе почти каждая спортсменка прыгает во второй половине каскад 3-3, комбинацию из 3 прыжков сложных и так далее. Почему в короткой такая сложность также прыгнуть третьим? Это же всего лишь третий прыжок. Я точно могу сказать, что в короткой программе намного больше психологического давления, поскольку в произвольной, если ты срываешь какой-то каскад, ты, в принципе, можешь чуть-чуть за эти 10 секунд, пока ты едешь на следующий прыжок, подумать, перелопатить всю программу и все-таки сделать все требующиеся от тебя каскады. И, в принципе, сильно не потерять. В короткой программе у тебя всего 3 элемента, и ты обязан сделать двойной аксель, ты обязан сделать каскад, и ты обязан сделать сольный прыжок. Если же у тебя этот каскад стоит во второй половине, это значит, что дальше у тебя прыжков уже все, нет. То есть у тебя нет вариантов его переделать. И, конечно же, это намного больше на тебя давит, когда ты понимаешь, что у тебя просто нет права на ошибку. Полностью согласна с Женей, потому что в произвольной программе все проще реально, и не такие строгие правила. Вообще и с двойным можно, там, и в другом месте с тройным. То есть всегда есть какая-то вариативность. А в короткой программе четко, как стоит, так нужно сделать. И это часто давит на спортсмена. Ну, вы обе доминировали ни сезона, ни два. И еще один вопрос, наверное, может быть, более к Ксении Гущиной относится, потому что в прошлом сезоне 2 медали на этапах Гран-при. Очень уверенное катание на всех турнирах, в том числе на чемпионате России, чистые 2 программы. И, в принципе, и Ани Фроловой, которой здесь нет, но тоже 2 этапа у нее уже прошли. В этом сезоне как будто бы обе не так уверены, какие-то появляются ошибки, срывы. Неужели сложно или как-то давит вот это чистое катание на протяжении 2 сезонов, что второй сезон уже сложнее дается? 100% давит. Я как спортсмен, который брала тройными, но стабильными тройными, точно могу сказать, что 2-й, 3-й сезон, когда ты выходишь, все привыкли, все от тебя ждут, что они просто на тебя посмотрят, порадуются, расслабятся, и за тебя можно не переживать. И ты чувствуешь эту обязанность, наверное, и перед зрителями, и перед родными, чтобы они не переживали, нужно выходить, кататься чисто. И это, конечно же, да, это сложно. А с четверными не могу представить, Саш. Это 100%. Ну и не так часто катала чисто, как Женя. Но я и не прыгала четверные. И контент был немножечко Различался, посерьезнее. да, давай быть честными. Ну, я думаю, что давит также и что они занимали призовые места. И не только там перед зрителями, перед тренером, перед собой хочется делать все то же самое и также оставаться в топе. Я думаю, что все вместе это сильно сказывается на том дальше, как они выступают. Ну, я думаю, что самое интересное мы у девочек увидим в произвольной программе. И как нам тренеры говорили, приучали нас, что короткая — это жеребьевка на произвольную. Вот, посмотрим, чем они нас удивят. Хочу поговорить, наверное, немного про предстоящую короткую программу мужчин. Особенно хочется с тобой об этом поговорить, потому что там же есть у тебя особенный спортсмен, твой супруг. Как ты планируешь за него болеть, переживать? Настраивала ли его как-нибудь, может быть, перед сегодняшним днем? Ну, только планирую настраивать. Все-таки он во второй разминке. И всегда ближе к соревнованиям стараюсь какие-то слова сказать. Вот. Планируем болеть, поддерживать вместе с сыночком. Они сейчас придут и будем смотреть. Это первый раз, когда он будет присутствовать на соревнованиях папы, да? Ну, на соревнованиях, да. Так смотрели, конечно, по телевизору. Я, правда, ему не разрешала Мишеньке смотреть, потому что ему еще нельзя. Но только пока по телевизору был. За Казань смотрела, переживала, как Макар катается, или уже в записи посмотрела, чтобы и лишний раз не нервничать? Нет, конечно, смотрела в прямом эфире. Я очень переживаю. Если не буду смотреть, еще хуже будет. Как Макар готовится к тренировкам, потому что я знаю, как быть папой, молодым папой, ну, в моем случае уже и не очень молодым, но, тем не менее, это практически ночи без сна. Нужно помогать молодой маме менять подгузник, делать смесь или еще какие-то манипуляции делать. Как Макар справляется вообще вот с обязанностью папы? И еще и потом идет на тренировку. Ну, он хорошо справляется. Перед соревнованием я стараюсь его не будить ночью, то есть он
как может высыпается, днем всегда помогает, всегда все делает. Повезло нам со смесью, нам этого не надо пока, все и так есть. Вот. А когда нет соревнований, всегда и ночью помогает, если там тяжелые какие-то ночи, я его бужу, он с ним по очереди. Вот. А на тренировки мы ходим вместе, так что мы утром встаем, все вместе собираемся и выезжаем на тренировку. Но здесь собрался все-таки очень интересный состав. Гуменник, Семененко, Кондратюк. Достаточно высокая конкуренция. Как ты думаешь, вот, возможно, сможешь прогноз сделать какой-то на итоге короткой программы? И сможет ли Макар конкурировать с этим бомондом? Но все зависит от Макара, как он откатает. И если он все делает, конечно, может. Вот. Так же, как и все. Мне кажется, сделать прогноз, особенно у мальчиков, очень тяжело, потому что у них как раз разрешены четверные прыжки, и каждый может ошибиться. Лед скользкий. И, конечно, может быть все, что угодно. Ну что ж, спасибо Александре Трусовой, что посетила нас, осветила нас своим сиянием. Увидимся обязательно еще после соревнований мужчин. Совсем скоро они выйдут на лед, поэтому обязательно оставайтесь с нами. Смотрите фигурное катание на Первом канале. И мы с Женей обязательно еще вернемся в эту студию. И, конечно же, Саша к нам присоединится.
Добрый день, уважаемые зрители, любители фигурного катания. Добро пожаловать в Москву на ЦСКА-арену. На 4-й этап всероссийских соревнований Гран-при России «Золотой конек Москвы» по фигурному катанию на коньках. Через несколько минут мы начнем соревнования. В мужском одиночном катании будет представлена короткая программа. Мероприятие проходит при поддержке Департамента спорта города Москвы. Официальный спонсор соревнований – открытое акционерное общество «Российские железные дороги». Напоминаем вам, что в рамках 4-го этапа соревнований вы можете посетить автограф-сессии любимых фигуристов. С 17:00 в фойе напротив сектора 202 начнутся автограф-сессии с участием Анны Щербаковой и Евгении Медведевой. Анна Щербакова проведет автограф-сессию с 17:00 до 17:40, а Евгения Медведева с 17:30 до 18:00. Напоминаю вам, что не разрешается видео и фотосъемка с использованием вспышки. Просим вас выключить звуки мобильных телефонов и не бросать подарки и цветы на лед. Подарки и цветы, вручаемые спортсменам по окончании их выступлений, должны быть полностью завернуты. Благодарим вас за понимание. Представляем вам официальных лиц наших соревнований. Старший судья Мария Грибоносова-Гребнева, Москва. Судья номер 1 Святослав Бабенко, Тверь. Судья номер 2 Регина Трусова, Казань. Судья номер 3 Сергей Чемоданов, Московская область. Судья номер 4 Полина Якобс, Санкт-Петербург. Судья номер 5 Елена Ушакова, Москва. Судья номер 6 Никита Логачев, Ленинградская область. Судья номер 7 Юлия Соловьева, Томск. Техническая бригада. Технический контролер Юлия Андреева, Москва. Технические специалисты Александр Кузнецов, Москва. И Ольга Маркова, Москва. Встречаем на льду первую группу участников. Артемий Маринин, Москва. Роман Савосин, Москва. Михаил Полянский, Санкт-Петербург. Семен Соловьев, Санкт-Петербург. Данил Федосимов, Санкт-Петербург. Артем Ковалев, Москва. Разрешена 6-минутная разминка. Настал черед мужского одиночного катания. Короткая программа на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве. Это уже 4-е соревнования у взрослых с начала сезона. И многие уже прожили целую жизнь в этих соревнованиях. Такую арку специфическую от одного состояния к другому. И сейчас на льду мужчины, одиночники, они так проносятся мимо наших столов, что даже вот сейчас у Татьяны Анатольевны перевернулись протоколы на столе, так ветром подуло. Это очень романтично, это очень красиво. На комментаторской позиции Василий Соловьев, Анна Щербакова и Михаил Коляда. И мы продолжаем. Всем здравствуйте. Приветствую вас, дорогие друзья. Артемий Маринин на наших экранах. Сын олимпийского чемпиона.
Вот так жизнь иногда строится. Первую часть жизни про тебя все время говорят, это сын того-то, а потом через какое-то время скажут, ну так у него же еще вот папа же катался на Олимпийских играх. Так будет обязательно, так бывает всегда, так происходит, таковы законы жизни. Тренируется Артемий Маринин у Светланы Соколовской, она на ваших экранах катается замечательно, интересно, такой высокий, видный парень с очень тщательным подходом к исполнению своих программ. 25-летний Роман Савосин далее на ваших экранах. Следующим он будет кататься. Тренируется у Алексея Четверухина в школе «Конек» Чайковской. У него очень разноплановые, интересные программы. Короткая, такая более насыщенная, лирическая, а произвольная, но это просто разрыв. Поэтому, если вдруг вы еще не решились идти завтра на стадион или не идти, то обязательно идите. ЦСКА-арена. Здесь потрясающая атмосфера. Здесь борьба, которую вы вряд ли в ближайшее время застанете в фигурном катании в Москве еще такую борьбу, потому что соревнования проходят по всей стране, а чемпионат России, например, будет вообще в Санкт-Петербурге. Так что приходите. Это я вас на Романа Савосина и его усы зазывал. Михаил Полянский представляет Санкт-Петербург. Там он тренируется в группе еще одного крепкого специалиста Евгения Рукавицына, а также его тренер Галина Кашина. В короткой программе он катается под композицию «Смайл», и эту короткую программу ему поставил Дмитрий Лапшин. В Красноярске пока шестой был Михаил Полянский, но было ощущение, что вот может лучше, просто тут немножко не получилось. Тут очень интересное катание, хорошая скорость, в общем... Подождем, как через 2 недели вот он откатается теперь здесь. Семен Соловьев очень элегантен. Здесь он единственный в таком камзоле, во фраке, наверное, я бы даже сказал. Потому что его короткая программа – это Анна Каренина. И это очень красивая такая лирическая музыка из кинофильма одноименного. Тренируется Семен Соловьев у Артура Гачинского в Санкт-Петербурге, а сам родом из Мурома. Вот его тренер, знаменитый сам в прошлом спортсмен и, конечно же, ставший очень грамотным специалистом уже на тренерском поприще. И это не может не радовать. Также в Санкт-Петербурге у Валентины Чеботаревой, в свою очередь, тренируется Данил Федосимов, 21 год ему. На своем первом этапе Гран-при в Красноярске он и вовсе был 9-й. Не очень пошло там у него катание, но у него интересная короткая, которая тоже способна раскачать трибуны. Впрочем, как у Джерома, этот пес не нуждается в наускивании. Также эти трибуны не нуждаются в раскачивании. Они поддерживают моментально всех спортсменов, которые выходят на лед. Атмосфера потрясающая. Я уверен, что все счастливы, что находятся в этом дворце спорта. Ну и в завершении Артем Ковалев, в завершении группы этих спортсменов, 22-летний из Москвы, работает вместе с Александром Волковым и Мартин Дежене, и работает с ними уже 18 лет, прямо с самого-самого детства. Ставит ему Мартин его программы, также Дмитрий Зыкин, его постановщик. 5-м он был в Магнитогорске. И программа у него тоже подразумевает фрак. То есть у нас сегодня 2 элегантных мужчины в таких элегантных нарядах. А что происходит, ребят, по прыжкам вот сейчас здесь на льду? Как там разминаются Что-то наши? ошеломляющее происходит по прыжкам. Просто на какую высоту мужчины наши взмывают в воздух. Столько четверных прыжков, просто россыпь. А вот у меня к Михаилу вопрос технического характера. Вот раньше про бегунов на короткие дистанции тоже думали, что они должны быть невысокого роста, а потом поняли, что нужно больше силы, больше мощи, и они все стали такими огромными двухметровыми здоровыми мужиками. Может быть, из-за того, что больше силы прикладывают спортсмены вот к физической подготовке, четверные, аксели даже скоро будут четверные, может быть,
из-за этого вот у нас средний рост повысился у фигуристов? Что думаешь? Я думаю, что все-таки маленьким прыгать проще. Думаешь? У нас Да. все-таки сложно-координационный вид спорта, и мне кажется, что вот из-за этой специфики все-таки, да, фигуристам невысокого роста чуть проще. А что их так много тогда высоких стало? Исключение из правил. Выросли. Ладно, будем разбираться. Короткую программу представляет фигурист из Москвы Артемий Маринин. Что-то в голову такое вкладывает Светлана Соколовская сейчас Артемию Маринину, который открывает соревнования. Один из самых молодых участников этого турнира. Ну, свежий взгляд на вещи — это всегда бесценно и, к сожалению, проходит очень быстро. Поэтому наслаждайтесь моментом. Под аплодисменты заканчивает Артемий Маринин исполнение своей короткой программы. Светлана Владимировна, конечно, улыбается, хотя вот стучала по голове: сделай 3-3, сделай 3-3. Нет, не сделал 3-3. Но мы поздравляем, тем не менее, сезон продолжается. Еще вдобавок чуть не уехал в другой выход. Артемий. Да, было видно, соберись. конечно, немножко, что Артемий потерялся при виде такого большого количества зрителей и такой поддержки. Не страшно, страх закончился. Кофточку надел. Да. А там-то что? Страх закончился. Да, короткая программа позади. И сейчас мы с вами посмотрим стартовый тройной аксель. Он очень долго и так это бережно заходил на него.
Не так давно он выучил этот прыжок, но так стабильно его исполняет. Уже и на прошлом Гран-при он трижды его исполнил за 2 программы, и здесь сделал. Но вот как раз в прошлый раз на флипе была ошибка, двойной флип он сделал. И тут он сделал тройной, и прям было видно, что он выдохнул, расслабился, поехал довольный на каскад. И вот тут его поджидала ошибка. Тут он сделал вместо тройного луца лишь двойной, но сориентировался и добавил к нему каскад, тройной тулуп. Я думаю, что это опыт. Да, вот это флип 100%. исправил. К следующему старту и луц исправит, и не будет раньше времени расслабляться. Да, действительно, нехватка опыта, конечно, сказывается, что надо себя держать до самой последней финальной позы и не расслабляться раньше времени. Ну, это такие первые шаги. Те, как люди хлопали-то. Которые нужно пройти, поэтому с иронией Светлана Соколовская относится к сегодняшним событиям. Ну и результат Артемия на ваших экранах. Очень подкованный фигурист Роман Савосин, серебряный призер чемпионата мира среди юниоров, призер турниров Гран-при. В этом году вот был лишь 4-м в Магнитогорске. Аксель подвел. Сегодня под музыку Эцио Босса он снова ринется в бой. Но дело в том, что состав турнира теперь уже куда сильнее, чем 3 недели назад. Прекрасное выступление, прекрасное. И я в том числе думаю, что ему было очень приятно здесь выступать, потому что он фанат ЦСКА и периодически играет в хоккей и выступает даже в перерывах хоккейных матчей в качестве дани уважения публике. Ну и ура, ЦСКА! Роман Савосин настоящий артист на льду. Не раз мы это говорили. И вот сегодня он показал
практически безупречный прокат короткой программы, а еще показал, что ему подвластны абсолютно любые образы. Он может и драму на льду показать, и развеселить зал, и заставить всех аплодировать в такт музыки. Это действительно то, за что мы его любим. Да, очень-очень такой волнительный был прокат, по крайней мере для нашей комментаторской позиции, потому что с акселем у Романа на прошлом этапе были проблемы, но сейчас мы видим, как он замечательно ровно выполнил четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом. И во время отталкивания уже было понятно, что этот прыжок будет сделан. Четверной сальхов. Как будто борьба на выезде Да, присутствовала. он не такой высокий был, но тем не менее сделанный. И вот он, этот тройной аксель во второй части программы. И мы вот тут прям вместе с Романом выдохнули, что все, да, все прыжковые элементы сделаны, все хорошо. Радует, что все вращения выполнены на 4-й уровень. Это тоже показывает, что внимание к мелочам. Да, Роман хорошо владеет коньком, хотя вот судьи сейчас находят только лишь 2-й уровень в дорожке. Ну вот, не знаю почему, я бы поставил выше. Потому что сегодня действительно очень добрый. достаточно чистые шаги, все исполнены, и движение корпусом, и рук, головой, все было круто. Отличное катание, очень душевное, очень взрослое, очень осмысленное. И, конечно, 90 баллов – это хорошие баллы, хорошая оценка. Короткую программу представляет Михаил Полянский. Михаил Полянский из Санкт-Петербурга поговаривает, что обожает скорость, мечтает об автоспорте. Ну, всему свое время. В фигурном катании, как известно, скорость ведь тоже приветствуется. В своей короткой программе, поставленной Дмитрием Лапшиным под композицию «Смайл», фигурист должен хорошенько разогнаться с самого начала, чтобы чисто исполнить четверной луц. Smile, though your heart is aching. Smile even though it's breaking. And there are clouds in the sky. You get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. What's the use in crying? Hey, yeah, yeah. Light up your face with gladness. Let the sweet smile Out of a taste of sadness. Although a tear may be ever so near, there's a time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Though your heart is aching, smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. you get by. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. You get by. You get by. You get
Чрезвычайно обидно и в этой программе, к которой Михаил подходит с такой душой, с таким чувством к тому, как он ее катает, как он несет вот эту основную мысль этой программы зрителям, и не вышли два ключевых элемента. Да, к сожалению, сегодня не удался четверной луц и тройной аксель. Хотя в Красноярске он замечательно выполнил эту программу, и, естественно, она выглядела намного лучше, и катал он ее ярче. Сейчас, конечно же, он расстроился, особенно после акселя, и вот старался как-то внутренне погасить в себе вот эти негативные моменты, чтобы показать все остальное. Ну, давайте сейчас посмотрим, насколько сильно верхняя часть обогнала нижнюю, что он просто не смог его и скрутить. Обидно еще не только из-за того, что он в Красноярске с этим набором справился, а из-за того, что мы на 6-минутной разминке видели все эти прыжки, они получались. И невероятной красоты четверной луц он сделал, и аксель получался. А здесь вот после луца и уверенности в акселе не хватило. А в акселе он поторопился. Опять же, надо было сделать чуть-чуть длиннее дугу на левой ноге, чтобы оттянулся, чтобы он почувствовал удобство перед отталкиванием. Ну и, собственно... Если говорить о хорошем, я эту программу вживую вижу впервые, и дорожка шагов, конечно, впечатляет. И то, как он владеет корпусом, насколько она сложная, наполненная, и вот эти вот два бедуинских подряд, насколько эффектно это выглядит, и вращение на хорошей скорости, позиции очень дотянутые, на 4-й уровень все. Поэтому вот не прыжковый, это, конечно, сильная сторона Михаила, хотя с таким контентом может быть прокат абсолютно без слабых сторон в принципе. Михаил Полянский набирает в программе 63,45 балла. И на данный момент... Конечно же, Михаил занимает на данный момент последнюю строчку с отставанием огромным от Романа Савосина. Семен Соловьев исполнит свою короткую программу под красивую и печальную музыку Дарио Марианелли из Анны Карениной. Во главу угла Семен всегда ставит надежность, не замахиваясь на те элементы, которые сыры или не приносят достаточное количество баллов.
Элегантно, с настроением и со значением, но не безупречно. Даже вот какие-то были там во вращении какие-то такие ошибки, что потерял сразу 2 уровня. Как такое происходит? Да, да, действительно, по прыжкам все было сегодня неплохо. По вращениям, Семенчик, надо вращаться. Это я тебе говорил уже давным-давно и сейчас тоже повторю. А что с вращением? А вращение оставляет желать лучшего. 2 второго уровня, прошу прощения, 1, 4 и 2. То есть все собрал. Я не могу об этом не сказать. Я впервые видела, чтобы фигуристу, который катается, Михаил прям во время проката давал какие-то ментальные наставления. Ты ему что-то показывал, он смотрел, улыбался и сразу исправлялся. Сразу реагировал, да. Сразу осанка появлялась, улыбка до ушей, и он сразу как-то, по-моему, так воодушевленно ехал. Да, конечно, потому что когда Семен начинает очень сильно стараться, у него получается как-то вот он напрягается весь, и я постоянно ему говорю, что надо лицо расслабить. И вот сейчас после прыжка в Либелу как раз посмотрел на нашу комментаторскую позицию, я просто ему улыбнулся, и он это понял. Так а что с вращениями-то все-таки не так? Почему он на таких разных уровнях? Потому что позиции надо держать, надо стоять обороты. То есть вот это и такая, всё. ну, немножко на турнире получается чуть расхлябанность или как? Или их надо больше тренировать? Надо больше тренировать дома. Но в Магнитогорске он получил 69-68. Так что я надеюсь, что сейчас будет выше, потому что там прокат был сильно хуже, чем сегодня. И многословные санкт-петербургские фигуристы. Да? Это вот он рассказывает. Да, да, да. Я думал, с кем там заигрываешь? Вот. Не буду. Артур Андреевич, со мной. Ну, молодец, посмотрел вовремя, что-то вспомнил. Может быть, если бы ты что-то про вращение показал, может быть, и с вращениями что-нибудь произошло. Ладно, Семен Соловьев получает 76 баллов, и это 14 баллов отставания от Савосина. Данил Федосимов из Санкт-Петербурга на этапе Гран-при в Красноярске был лишь 9-м. Его композиция в короткой — это «Uprising» группы Muse. И это прекрасный трек, чтобы восстать из пепла.
Эх, Данил Федосимов. Вот видим мы, что с предыдущего этапа тренеры и спортсмен как-то комбинировали, да, прыжки переставляли, Да, что-то поменяли искали. контент. Да. Что искали? Чистый прокат, судя по всему, потому что сегодня выполнен был 4-2. Хороший двойной аксель. Татьяна Николаевна говорит, просто прыгать не стал. Да, действительно, было такое ощущение, как будто он пошел с закрытыми глазами, не глядя, а будь что будет. И вот, к сожалению, было только падение. Давайте сейчас посмотрим на стартовые каскады с четверного тулупа и двойного тулупа, потому что невероятная высота, как он вытянулся в струнку, и редко мужчины прыгают с двумя руками наверх. Это, конечно, очень красиво выглядит. Дополнительно вот к этой высоте добавляет еще рост. Да, такой зрелищный очень прыжок получается. Но не было шансов тройной прибавлять к такому тулупу, четверному? Можно было рискнуть, но я думаю, здесь спортсмен все-таки сам правильно считал, значит, ему нужно больше скорости. Кто-то может с места добавить каскад, кто-то нет. Сейчас мы видели Луц. Да, главное в короткой программе грамотно распределить свои силы, возможности и навыки. Потому что все-таки каждый балл он очень важен. Ну, уже в этот раз получилось лучше, чем в прошлый раз. Думаю, что найдут вот тот самый контент, который покорится. Хочется, конечно, чтобы зазвучала у Данила эта программа как надо, потому что он такой драйвовый парень, роковый. Пусть все будет хорошо. Но либо уже завтра в произвольный. 4-е место после короткой программы на данный момент. Короткую программу представляет фигурист из Москвы Артем Ковалев. На льду высочайший фигурист России Артем Ковалев. Величайший шоумен, гласит его композиция в короткой программе. Окей, трибуны доверчивы и отзывчивы, поэтому самое время этим воспользоваться. А держать голову выше помогут удачные прыжки. I drink champagne with kings and queens. The politicians praise my name. But when I stop and see you here, I remember who all this was for. And from now on,
будто бы специально для него был придуман и написан этот мюзикл «Величайший шоумен», в котором Хью Джекман блистает на экране, но так подходит эта программа Артему Ковалеву просто невероятно. Артем, видимо, тоже так вместе со своим тренерским штабом считает, потому что эту программу он катает, по-моему, уже 3-й сезон. И, с одной стороны, удивительно, а с другой стороны, как реагирует зал и как Артем сам кайфует на льду. Ну, а почему бы и нет, сразу Да, думаешь? действительно, если программа не надоела, можно катать ее очень долго. А уж тем более вот так. Так здорово, классно, настолько вот с полной отдачей. Видим, конечно, что немножечко все-таки расстроился Артем, потому что ожидалось, что будет каскад 4-3 в самом начале программы, но был только 4-2. А в Магнитогорске был замечательный прокат. Да, на первом этапе чуть увереннее справился Артем со своей программой и по контенту исполнил все, что было запланировано. Сегодня все-таки, хоть это очень хороший прокат был, очень достойный, но не все задуманное удалось. Давайте сейчас посмотрим на замедленном повторе. Стартовый каскад по плану был 4-3 сальхов-тулуп. Вот мы видим четверной сальхов, очень хороший, очень высокий. И лишь двойной тулуп, потому что закрутила его на выезде. Решил не рисковать. Решил не рисковать. И вот тулуп, ну, сразу было видно, да, что тулуп, он прям очень сильно так ушел в колено на приземлении, что вытаскивать пришлось, и недокрут находят на этом прыжке на тулупе. И его прям, да, было видно. Не знаю, мне показался, прыжок был чистый, потому что он прыгал прямо вот перед нашей комментаторской позицией. И я вот буквально сейчас смотрю на его след, и это след чистый. Ну, у меня сразу к тулупу были вопросы. Вот как раз сальхов я бы не пересматривала даже, а вот тулуп вопросы у меня вызывал Аксель. Шикарно, на хорошей скорости, на хорошей высоте. А я бы тулуп не пересматривал. Да, он был как бы с таким сильным кивком вперед, но Всем он был спасибо за чистый. поддержку. Завтра будем работать. Будем работать, обещает Артем Ковалев. Он получает 3-е место после своей короткой программы с баллом отставания от Семена Соловьева. Встречаем на льду вторую группу участников. Дамир Черипко, Краснодарский край. Марк Кондратюк, Москва. Никита Сарновский, Москва. Петр Гуменник, Санкт-Петербург. Макар Игнатов, Московская область. Евгений Семененко, Санкт-Петербург. Разрешена 6-минутная разминка. Сосредоточенные, целеустремленные, но все же подающие себя публике, участники второй группы в короткой программе мужчин на Гран-при России в Москве, 4-й этап. И здесь уже и Петр Гуменник на льду, и Макар Игнатов, и Евгений Семененко. В общем, будет мощная битва, которая начнется через 6 минут разминки, и мы успеем познакомиться с участниками этой группы. За Краснодар, за Сочи катается Дамир Черипко. Вообще родился он в Донецке, а в Краснодарский край переехал в 7 лет. Победитель различных всероссийских соревнований, а в Красноярске на своем первом этапе Гран-при в этом сезоне был 5-м и неплохо катался. Школа в Сочи, где он тренируется, работает под руководством Ксении Желепинайте и Юрия Котова, этот спортсмен. Ну а возглавляет эту школу Алексей Урманов, олимпийский чемпион. И много в Краснодарском крае интересных результатов рождается
в этом коллективе. Любимчик публики Марк Кондратюк. Отдельно его приветствуют болельщицы, визжат. Чемпион России, Европы, призер игр в команде. Множество побед, но не за победы его любят, а за те программы, которые он дарит, за те танцы, которые он дарит, за то сумасшедшие настроения, эмоции. Светлана Соколовская, Станислав Захаров, Виталий Бутиков работают с ним в школе «Наша надежда». Это школа, которая в Москве функционирует благодаря усилиям Татьяны Навко. Ну и эту программу короткую для него совместно ставили Никита Михайлов и Петр Чернышов. В общем, это потрясающее нас ждет выступление. Нужно только дождаться. Никита Сарновский, ученик Евгения Плющенко. Серебряный призер российско-китайских молодежных игр. Выиграл финал юниорского гран-при в прошедшем марте. 17 лет парню, и он проводит свой первый взрослый сезон. Мечтает попасть в список первых 3 спортсменов, кто будет исполнять четверной аксель. Как думаешь, Миш, когда это произойдет? Ну, судя по тому, как проходит 6-минутная разминка и что сейчас Никита показывает, аксель у него действительно хороший. То есть не за горами и четверной аксель. Ну, кто знает. Будем наблюдать. Будем болеть и за этот аспект в его катании. Еще одна звуковая волна посвящена Петру Гуменнику в Санкт-Петербурге. Он работает в школе Тамары Москвиной у тренера Вероники Дайнеко. Бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров 2020 года. Серебряный бронзовый призер чемпионата России. Победитель финала Гран-при прошедшего сезона. И, конечно же, важнейшее событие и для него в его жизни, ну и для нас, для всех. Это то, что он смог отобраться на Олимпийские игры. Мы знаем, что отобраться, может быть, могут многие наши спортсмены, да, но попасть на Олимпийские игры — это еще отдельная история. Но вот Аделе и Петру повезло, и они пробиваются и должны, по идее, пока что по плану выступать там. Макар Игнатов, второй уже этап Гран-при. Мы наблюдаем за этим счастливым отцом. Серебряный призер чемпионата России 2021 года, бронзовый призер международного этапа Гран-при Ростелеком Кап 2019 года. Ну, множество призов. В финале Гран-при был в прошлом году лишь 5-м, а в Казани занял 4-е место. Вот где-то в одном шажке от пьедестала. И, конечно, совершенно логично было бы его там увидеть, но вот не случилось из-за каких-то пока что несогласованностей, да, в его программах и так далее. И в завершении этой группы участников Евгений Семененко, Татьяна Николаевна, Алексей Николаевич Мишины, Санкт-Петербург, двукратный чемпион России, где он в том числе обыгрывал и Петра Гуменника, причем один раз с абсолютно идентичным результатом в баллах. В финале Гран-при России прошедшего сезона Евгений занял 3-е место вслед за Кондратюком и Гуменником. То есть вот эти трое, они снова собрались здесь, на московском этапе. Представляете, какой мощный у нас здесь состав и какая здесь будет головокружительная борьба. И пришла поболеть за Макара. Но мы видели только что интервью Саши в нашей трансляции и поболтали. Благодаря Максиму и Евгении. Много новостей семейных. Это всегда приятно. На льду
Ценитель артхауса Дамир Черипко. Его программа поставлена под музыку из очень странного фильма «Маяк». Но вот было сыграно в этом фильме Паттисоном и Дефо отменно. Чего мы желаем и Дамиру. Спортсмен тренируется в Сочи у Ксении Желепинайте и Юрия Котова. Вот так выступление, Дамир Черипко. Если бы вот еще не выезд с 3-3, то это было бы какое-то идеально выстреленное, невероятно потрясающее катание. Вдруг, учитывая то, что происходило ранее. Да, судя по 6-минутной разминке, мы ожидали, конечно, чего-то... Ой, даже не знаю, как это сказать. Но Дамир все выстоял, вот прям выстоял. Другого слова и не скажешь. Что разминка, что прокат, прям вот в поисках баланса, координации, оси вращения. Не расслышали мы, к сожалению, что сказала тренер Дамиру после проката. Я, конечно, каждым прыжком удивлял, скажем так. Сейчас будем пересматривать тулуп. Сразу захотелось пересмотреть в замедленном повторе именно то, под каким наклоном он вылетел и как уверенно устоял, как будто бы... После третьего оборота ось начала меняться, да. Он приземлился и ногу уже практически из пистолетика начал прям доставать видно, как он на так выезд. Зажал мышцы и спиной так удержался, чтобы на выезде не было никаких И в тройном акселе сложностей. точно так же. То есть он начал хорошо. Ой, а каскад, я аж зажмурилась. Вы посмотрите сейчас, не для слабонервных, как он приземлился. Ладно, с этого ракурса С не этого так. ракурса не так было видно, да, но во время проката... Как нога выгнулась на приземлении из тулупа. Очень надеюсь, что там обошлось без каких-то микротравм, потому что приземление, конечно, было такое очень опасное. Да. Очень это такое приземление чревато растяжением связок в колене, в правом колене.
Ну, вообще интересный такой фигурист с самобытной хореографией, и с такой интересной подачей и прочтением материала, что как-то вот хочется наблюдать за ним. Ну и мы делимся вот этим переживанием во время проката, а в целом-то на самом деле хороший прокат. Справился. На 4-м месте он после своей короткой программы. 74 балла. Балл отставания от Ковалева. Фигурист из Москвы Марк Кондратюк. Одна из самых запоминающихся программ сезона в исполнении Марка Кондратюка. Национальный колорит, выдающиеся артистические способности исполнителя и постановка настоящих мастеров Никиты Михайлова и Петра Чернышова. Когда удаются и прыжки, то Марк рвет не только трибуны, но и судейские протоколы. Давайте возрадуемся. Браво, 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 браво! Аплодируют все, танцуют все. Все, весь стадион, все судьи, даже, мне кажется, тихонечко пританцовывали. Весь наш стол. Супер, Марк, поздравляем! Какой ты замечательный, какой ты потрясающий. Хочется сказать, после такого проката пришел, увидел, победил. Все. Слов нет, просто сразил наповал своим катанием сегодня Марк Кондратюк. Это что-то невероятное. Вот так может только Марк. Сегодня невозможно было не улыбаться. Горжусь тобой. Заберу. Горжусь тобой. Заберу, давайте. Невозможно было не улыбаться, невозможно было не пританцовывать Марку. Сегодня вот сошлось все, а у Марка, вот когда есть вот этот запал, то он им заражает просто всех вокруг.
Да, он действительно очень грамотно работает вот с этой энергией, которая вот прям таки поднимает его в этот четверной луц, хотя мы знаем, что на 6-минутной разминке у него были проблемы, были сложности. Очень такой волнительный момент. Да, он прошел, и потом в четверной сальхов, ну, как будто бы уже и достаточно спокойно входил. Хотя это, на минуточку, вторая половина программы. И 4-3 каскад, он за него получил 17 баллов. Блеск, абсолютный блеск. Просто восторг, да, прокат Марка сегодняшний. Чуть-чуть обидно, вот такая ложка дегтя в эту бочку меда, это Кью на четверном луце в первой половине программы. Ну вот такой он был, на грани как будто бы этот луц, и так хотелось бы, да, в пользу спортсмена, но, к сожалению, вот в этом прокате, да, это вот такая единственная ошибка, а в остальном просто прокат на максимум. Были проблемы с вращениями на прошлом этапе, а тут все на 4-й уровень, как поработал Марк, Супер, супер. сразу видно. Какое счастье, что мы с вами оказались сегодня на стадионе. Конечно, он первый. Спасибо большое На всем данный за момент поддержку, всех люблю. под 100 До баллов, завтра. почти 97. Марк Кондратюк. Представляет Никита Сарновский, Москва. Из Академии Ангелы Плющенко на льду Никита Сарновский. Один из сильнейших юниоров дебютирует во взрослом сезоне. Классическая, металлическая романтика «Still Loving You» в исполнении Евгения Егорова. Под голосину и катится лучше. It needs time to win back your love again. I will be there. I will be there. Love, only love can bring back your love someday. I will be there. I will be there.
Хороший Никита Сарновский, но такое ощущение, что вот эта волна, которая была до него на этом стадионе, как будто сбила этого молодого человека с панталыку. И вот, ну, если сравнивать, как ты сейчас говорил, абсолютно эталонный тулуп, который он делал, с тем, что он не смог сделать Сальхов, ну... Да, действительно, Эх. после такой энергии, которая царила в зале, после проката Марка Кондратюка выходить крайне сложно. Особенно учитывая, что это первый взрослый сезон для Никиты. И, конечно, я думаю, при таких трибунах волнение... Волнение явно ощущается, и мне кажется, что это было видно, особенно под конец программы. Мы видели, что и где-то в дорожке его немножко так пошатывало из стороны в сторону, и на вращениях немножко ловил себя, хотя вращения, как мне кажется, стали лучше в этом году, он на такой скорости их исполнял. Да, гораздо лучше стали вращения. Вот, к сожалению, только вот это такое темное пятнышко в этой короткой программе. Срыв, бабочка, двойной Сальхов. И судьи оценивают его только вот 0 и никак больше. Но четверной тулуп просто... Вот Возродился он этим прыжком. Как феникс. Это просто красиво. Он сделал его на такой высоте, с таким пролетом, что, честно говоря, я даже не знаю, мне на ум никто не приходит из одиночников, кто вот так выполняет сейчас четверной тулуп. Тройной аксель с кораблика во второй половине. И опять же, Вот при здесь тоже таком видно, росте, немножко его так опять бросало. акцентирую внимание, может быть, рост все-таки работает в пользу физического Ну, эстетически развития это точно, фигурного я катания. думаю, добавляет красоты исполненным элементам, когда он прыгает чисто, это, конечно, впечатляет. И постановка классная Никиты Михайлова, и нравится ему эта программа. Конечно, все здорово, но Дмитрия Михайлова, не Никита Михайлов, постановка Дмитрия Михайлова. 6-е место, к сожалению, у Никиты на данный момент, но больше пока нет. Короткую программу представляет Петр Гуменник. Удивительное время уникальных спортсменов в российском фигурном катании и на сегодняшнем турнире. Короткую программу собирается исполнить Петр Гуменник. На нем, как и на Аделии Петросян, лежит ответственность представлять наше фигурное катание на Олимпийских играх. Выиграл отбор, прошел проверку ИСУ. Молодец. Но болельщики ценят его не только и не столько за это. Он удивительный. И его программа «Парфюмер» вот как какое-то волшебство в воздухе, которое сводит нас с ума. Хореограф Даниил Глейхенгаус.
Петр Гуменник встретился здесь, на этом стадионе, в этом дворце спорта со своими поклонниками, болельщиками. Начало сезона. Да, он уже выступал на отборочном турнире олимпийском в Пекине, но здесь впервые вышел к ним. Ах, и как хотелось бы сделать все максимально красиво. Самая дорогая программа у него по элементам техническим. Это четверной флип с тройным тулупом, четверной лут, тройной аксель. Но такое неожиданное падение, прям плашмя. Ну, нельзя не отметить, как его сейчас поддерживает зал, сколько игрушек, аплодисментов. Поддержка, все ему кричат. Это просто невероятное что-то на арене происходит. Я в какой-то момент поймал себя на мысли, а мы точно в России находимся, потому что кричали, как вот японские болельщики это делают, то есть настолько, и крики не умолкали до того, как начала играть музыка, то есть настолько Петра здесь любят и поддерживают. Сейчас мы видим стартовый каскад, четверной флип, тройной тулуп. И вот затем четверной лут, Ой, как он вообще полетел туда. Мы просто за голову схватились, и, честно говоря, это было настолько неожиданно, потому что Петя выполняет этот прыжок достаточно стабильно, уверенно и хорошо. Но тут вот была ошибка просто из ряда вон. Он полетел куда-то вообще не в ту сторону. Сразу же, да, это прыжок, который невозможно как-то спасти или что-то с ним сделать, абсолютно точно. А четверной флип и четверной лутс у него по-разному получается в плане стабильности? Или примерно одинаково? Примерно одинаково стабильно, да. Хотя вот если, да простят меня все поклонники и поклонницы Петра, мне показался флип был недокрученный. Но ничего не стоит в том протоколе, который мы можем видеть на судейских мониторах. Это очень драматичные соревнования, но они только начались. Вы понимаете, да? Сегодня же короткая программа. По технике он всего лишь балл проигрывает Савосину. И 5 баллов проигрывает Кондрачуку по технике. В общей сложности 6 с копейками баллов он уступает лидеру после короткой программы. В шаге от пьедестала остановился на этапе Гран-при в Казани, который мы с вами тоже видели, Макар Игнатов. А был хорош. Ну вот чего не хватило? Пожалуй, что мелочей. Нужно разогнаться. Но самое главное, вот то, как он весь светится. И я сейчас не о лампочках. The grid. A digital frontier. I tried to picture clusters of information as they move through the computer. What did they look like? Ships, motorcycles. I got in.
Макар Игнатов со своей электрической программой из кинофильма «Трон наследия». И снова чуть-чуть, но уже меньше, как будто бы, да, не хватает. Чуть-чуть, но уже меньше. Ну, то есть он все равно движется вперед. Ну, все-таки, правда, начало сезона, а Макар Игнатов, человек уже взрослый, ему разгон сезона дается не так, как 17-летним некоторым. Да, Макар пропустил начало сезона, и сейчас у него 2 старта подряд, 2 этапа подряд. Это довольно сложно, но при этом он умудрился вот с прошлого этапа набрать форму, и пусть начал с небольшой ошибки, хотя в тот раз Ридбергер был чистым, но зато во второй половине, когда у него было очень такое страшное падение, сейчас сделано, этот каскад был сделан, и вообще радостно, что он экспериментирует и с образами, и что-то новое показывает, не боится этих экспериментов. Макар в этом сезоне раскрывается вообще совершенно замечательно, и очень идет ему эта короткая программа и произвольная. Но вот если смотреть на прыжки, то вот конкретно в Ридбергере он поторопился, потому что ему не хватило такой достаточной устойчивости на правой ноге, и, собственно, из-за этого перепрыжка, степ-аут. Но дальше тройной аксель, чистенько, хорошо. И во второй части программы каскад 4-3 сделал. Хотя неделю назад в Казани он не справился с ним. Чисто, без вопросов. Все сделано. Как Александр Трусов переживает. Чисто без вопросов во второй половине программы 17 баллов, как с куста. Ну и эмоционально, конечно, он живет этой программой, нравится она ему, и все, трибуны моментально подхватили его и понесли вперед аплодисментами. Все это чувствуется здорово, но нужно раскачаться и отшлифовать все, прийти. Макар может, так, чтобы вот может. И во вращениях все-таки мы видим, у нас там 3-й, 2-й, да, уровень, как нехватка позиций, но ничего, раскачается. Победитель разминки. 4-е место на данный момент. Если опять... Ученик Алексея и Татьяны Мишиных из Санкт-Петербурга Евгений Семененко, двукратный чемпион России. В этом сезоне уговорил своего тренера взять на короткую программу треки Нирваны. Это же Курт Кобейн, чистая боль. Открой нам свое сердце, Евгений.
такая максимально дерзкая, отвязная программа под музыку Нирваны. И это прям такой выступает в роли какого-то невероятнейшего маргинала, да, который непонятно как затесался в соревнования этих вылизанных фигуристов, там в камзолах, напудренных всех. Это круто, это образ, мне очень нравится. Да, действительно, программа классная, здорово. И, Евгений, мы тебя поздравляем, что после такой серьезной травмы, после долгого отсутствия, ты вновь врываешься в эту борьбу. Спасибо. Официальный партнер Федерации фигурного катания России на коньках Т-Банк восхищается своими клиентами и всеми участниками соревнований. Всем, кто проявил себя на этом на льду, Т-Банк желает не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. Женя, конечно, мощно ворвался с первого старта в этот сезон и в эту ожесточенную борьбу в мужском одиночном катании. Давайте сейчас посмотрим. Пошел сразу на 2 четверных прыжка и явно был очень уверен в себе, потому что первый четверной тулуп, мы прям удивились, он должен был быть в каскаде. Вот сейчас мы его увидим, и Женя его довольно уверенно сделал. И вот здесь подумал, да, и решил не делать. Собирался сделать каскад, но подумал и оставил его на следующий прыжок, хотя мог бы не делать этого риска. И так уверенно сделал сальхо в тулуп, что, в принципе, оправдал свои ожидания. Да, этот каскад был сделан не во второй части, как, например, у Марка Кондратюка, но, тем не менее, выполнен хорошо. 16 баллов с лишним получает от судей. Вот здесь пришлось ему побороться за тройной аксель, потому что все-таки он... было видно, что он уже достаточно сильно устал, но красавчик, правда. Молодец, что вышел, отработал. После долгого перерыва он по-прежнему доказывает, что он очень конкурентоспособный. Но на дорожке у него словно второе дыхание открылось, потому что если под конец казалось, что устал, то на дорожке очень много крутых находок, хореоэлементов, подпрыжек. И очень ярко это выглядело, зал очень бурно на это реагировал. И 4-й уровень дорожка. Евгений Семененко на 0,3 примерно опережает по компонентам Марка Кондратюка. На 0,1 опережает по технике и оказывается впереди на 33 балла. Он лидирует после короткой программы. Марк Кондратюк на 2-м месте, Роман Савосин на 3-й. И завтра произвольная это будет битва не на жизнь, а на смерть. Итак, на ваших экранах лидеры Семененко, Кондратюк, Савосин. У нас раскрытые рты на комментаторской позиции. Как завершились эти соревнования в короткой программе, как это было и какие оценки. Ну, то есть мы просто вне себя от эмоций, которые нахлынули от просмотра и от анализа этого всего. Мужское одиночное точно не перестает нас удивлять. Интрига есть всегда. И это, конечно, невероятные эмоции. Уверена, что завтра будет такая ожесточенная борьба за каждую 100-ю балла. Ну, значит, сыграла ставка Евгения, когда он предложил Алексею Николаевичу Мишину поставить именно Нирвану. И Алексей Николаевич подумал, сказал, делай. Ну, выходит, что сыграла ставка. Сейчас в Kiss and Cry интервью Евгения Медведева и Максим Троньков возьмут у лидера, еще тяжело дышащего после этого сумасшедшего проката. Набирает ход 4-й этап Гран-при России по фигурному катанию на коньках. Только что завершились короткие программы у мужчин. Ох, как же это было жарко. И победителем в этой невероятной схватке с невероятным драйвовым прокатом победил Евгений Семененко. Жень, с возвращением прежде всего хочу тебя поздравить. Мы очень долго все тебя ждали, твоего задора, твоего куража. Как на сегодня ты оцениваешь свою форму и как тебе сегодня было вернуться на лед? Ну, прежде всего, хочется сказать спасибо, что меня ждали. Писали приятный комментарий обо мне, что ждут меня. Очень все хотели увидеть новые программы. Вот короткую сегодня продемонстрировал. Честно, очень хотел именно, чтобы первый прокат был. Несмотря на длительный перерыв, 8 месяцев я перед публикой не выступал. Я очень хотел, чтобы Нирвану я прям хорошо откатал, потому что... И как бы... Был, во-первых, удивлен, что до этого
на соревновательном льду не звучали композиции этой поистине великой группы. И вот я подумал, вот по аналогии с корейским бойсбендом, когда я продемонстрировал, вот тоже удивился, что никто не катал под это. И, конечно, загорелся этой идеей. И Алексей Николаевич и Татьяна Николаевна Мишина поддержали как бы мое рвение. Программа поистине за сегодня 100% самая зажигательная. Ты прям вот, ну, я не знаю, у тебя третье дыхание, наверное, на дорожке шагов открылось. Просто очень видно, как ты кайфовал с того, что ты делаешь сегодня на льду. Вот скажи, это именно любовь к этой музыке, именно любовь к этой программе, или все-таки прям настолько сильно соскучился по зрителям? Ну, слушай, я думаю, тут сыграл как как ты сказала, первый фактор и второй. И соскучился, и потому что Все к душе сошлось, близко. звезды сошлись сегодня. Тебя сегодня принимали в Москве здесь, как дома в Санкт-Петербурге. Не заметил? Или, может быть, все болельщики Санкт-Петербурга за тобой сюда переехали? Раз меня принимали в Санкт-Петербурге, как ты приглашен, как в Санкт-Петербурге, то и мне тут же так же хорошо и приятно выступать, как и в Санкт-Петербурге. Так что выступление в Москву всегда приезжаю с хорошим настроением. Ты сам предложил эту идею программы, эту музыку своим тренерам? И, может быть, ты про костюм сразу расскажи, может даже открыть куртку, показать, насколько все продумано. Но костюм. Почему именно черно-красный? Потому что у многих был вопрос, это что, костюм Фредди Крюгера? Имеет какую-то аналогию? Ой, Фредди Крюгер зеленый был. Ну, во-первых, да, когда я как бы анализировал информацию в социальных сетях, то заметил, да, что некоторые проводят аналогию с Фредди. Но прежде всего это как бы главный атрибут солиста Нирваны Курта. Он очень часто на своих выступлениях выступал в таком драном свитере. Ну и тут мы решили с моим дизайнером Галиной Филатовой как бы соединить официальный стиль, что можно увидеть, что у меня рубашка все-таки, но при этом у меня и такой вальяжный второй. И как бы мы решили сделать сочетание. И, кажется, мне кажется, выглядит достаточно неплохо. А расскажи немного про постановку программы, почему именно эта музыка. Музыку ты выбирал сам. Восприняли ли тренеры такое предложение как эксперимент, или они сами согласились? Вот расскажи немного, как это все ставилось. Ну, давайте подольше поговорим. Вообще, изначально я с детства увлекался компьютерными играми и прошел со временем немало игр, когда было побольше времени. И одни из них были Infamous Second Son и The Last of Us на PlayStation. И мне эти игры очень понравились как по сюжету, и что удивительно, то, что и в той игре звучал саундтрек группы Nirvana. Это в Infamous Second Son был Head Shaped Box, а в The Last of Us была Something in a Way. Но как бы эти два трека, они оба такие все-таки медленные, а я вторую часть программы хотел сделать более драйвовую. Ну и как бы решил, что Smells Like Teen Spirit это вообще очень культовая, по идее, должна быть каждому знакома, этот трек. И я подумал, что он очень хорошо ляжет на техническую дорожку. Так и получилось. А по прыжкам доволен ли сегодня исполнением своих четверных? Да, очень, всегда, как бы после длительного перерыва присутствует такой нервяк, что перед первым прыжком. Вот когда первый делал, дальше уже, лично мне катится намного легче. И как бы вот так чуть-чуть старался контролировать первый прыжок. И действительно, я взлетел очень высоко на нем. Я боялся, сейчас плечи уйдут, будет тяжело тулуп скрутить. Будет такая раскоординация. Я подумал, взлетел, зато получится длинненький выезд с хорошим выкатом. И, думаю, я все равно тренирую сальхов тулуп как бы для произвольной программы. Думаю, присоединю тогда ко второму. И так получилось, что с первого прыжка даже получился длинный, хороший выезд. И потом сальхов тулуп был, как раз там хорошо под акцент попал.
Ну, ты катал последним, а у вас здесь такой мини-чемпионат России. Вы тут такими ветеранами все собрались, нашим всем светом мужского одиночного катания, и разыгрываете медали. А ты еще и не выступал 8 месяцев. То есть насколько тебя удивил этот результат, который ты получил? Доволен ли ты им, этими оценками? И насколько тебе нервно было выходить после оценок Марка, например, Кондратюка, который тоже за 96 баллов получил? Ну, знаете, тут уже скорее больше опыт играет. Я уже сталкивался с такими ситуациями, уже был свой опыт. Раньше допускались ошибки. И сейчас уже выходить, стало но легче. Легче, потому что, во-первых, приезжаешь ты на любой этап, ты все равно понимаешь, что чисто все равно кто-то прокатает. Поэтому если... каждый спортсмен должен бороться за самые высокие места. Ты понимаешь, что, тебе нужно катать хорошо. Если ты катаешь плохо, это уже, ошибка. По крайней мере, нужно нацеливаться всегда, что я должен выйти и должен показать свой прокат, который, максимум. Максимум. То, что нарабатывается на тренировках, должно переноситься на соревновательный лед. Вот так давай скажем. Ну, а мы тебя отпускаем отдыхать, и завтра как раз-таки посмотрим, как у тебя получится показать все. И расскажи нам немного про свои планы на произвольную программу. Все-таки короткая, после такого длительного перерыва, это, такая разминочка, и самая борьба будет в произвольной. Контент свой расскажи. Может быть, ты на риски пойдешь, или все-таки на стабильность больше ставку будешь делать? Произвольная программа. Опять-таки, к сожалению... Премьера опять будет? Да, опять премьера. Но я нигде не успел выступить. Оттягивали на последнем, потому что одна травма на другую наслаивалась, и поэтому очень тяжело. Вообще рад, что сюда приехал, даже уже если не касаться проката. Просто рад, что снова появился на льду, видел всю публику. Вот. А программа произвольная. Уже был такой небольшой анонс. Наш мини-гладиатор Роман Хамзин. Хороший парень. Мне даже понравилось. Он мне сразу написал, что: ой, Женя, слушай, тут недоразумение вышло. Я забыл, что ты еще не выступал, вот он. Мини-гладиатор. Мини-гладиатор. Да, Ромчику привет, Герману тоже. Игорь, мама, папа. Спасибо, что все поддерживают. Так. И вот... Контент на произвольную. Да, контент на произвольную. Вообще посмотрим по тренировке. Вообще запланировано 4 четверных. И, мы еще, посмотрим на тренировки и подумаем, с каким контентом будет наиболее хороший вариант выходить на соревновательный лед. Мы с нетерпением ждем твоего уже не мини-гладиатора, уже основного, главного Макса-гладиатора. Отдыхай, восстанавливайся. Но мы в нашу студию приглашаем нашу гостью, нашего эксперта Сашу Трусову. К нам уже присоединяется Александра Трусова, которая по горячим следам короткой программы мужчин-одиночников сейчас свое экспертное мнение нам выскажет. Конечно же, мы начнем с супруга, с Макара Игнатова. Как тебе было волнительно смотреть? Почему этот Ридбергер все-таки в степ-аут? И где вращение 4-го уровня? Рассказывай. Очень волнительно, однозначно. Я уже за несколько человек начинаю волноваться. И не могу объяснить, почему Ридбергер степ-аут. Он очень хорошо его делал. Я больше переживала за тулуп, который не получился на первом этапе. Но в этот раз все хорошо, уже намного лучше. Надеюсь, что к чемпионату России все чисто сделает. Возвращаясь тогда к тулупу, за который ты переживала, мы рядом с тобой стояли, и ты говорила Макару: сядь, 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 встань. Что означает сядь, 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 встань? Я по себе знаю, что когда вторая половина, начинают садиться ноги, и сложно именно подсесть в прыжок. А в четверных особенно надо именно глубоко сесть в ногу. А встань — это значит, что он должен был встать, когда уже поставил. Поставил зубец, и, чтобы попасть. У меня хорошо вытолкнуться в прыжок, в общем. И в воздухе выпрямиться, да, то есть встать в воздухе, это значит втянуться, а не сложенным крутиться. Все, это терминология наша фигуристская. Понравилось, как Макар катался?
Ну, конечно, понравилось. Мне всегда нравится, как Макар катается. Вот. Ну, конечно, надеюсь, что у него получится сделать все на 4-й уровень. А кто еще тебе приглянулся? Плохо сказал, не приглянулся. Кто еще тебе запомнился из мужчин-одиночков? То Макар меня прибьет. Ну, Женя Семенко, я очень рада, что он вернулся на лед, что после травмы смог так хорошо откататься. Очень классная программа. Дорожка особенно вот, и заслуженно выиграл короткую программу. А я лично хочу отметить Рому Савосина. Он выдал сегодня просто невероятно крутой прокат. Огромные баллы получил за него. Очень заслуженно, очень красивое выступление было. И, между прочим, обыграл Петра Гуменника. Да, очень интересная получилась ситуация. У них абсолютно одинаковая сумма баллов после короткой программы. Но короткая программа считается технической. И кто больше набирает за технику, именно тот и поднимается выше в турнирной таблице. И Роман Савосин обошел Петра Гуменника. То есть... Именно по технике, поэтому в одинаковые баллы они хоть и попали, но у Романа техника выше, поэтому он выше в турнирной таблице. Да, хоть и выступал в первой разминке, но задал тон турниру мужчин-одиночников. Рома большой молодец, за него тоже очень много людей болеет и поддерживали трибуны. И сегодня действительно не стушевался, и среди такого всего света мужского одиночного катания очень здорово выступал. И мы видим, как Женя оценила его четверной сальто. Видишь, не вру, правда оценила. Далее Петр Гуменник, наверное, нужно обсудить этого парня, потому что это наша надежда, которая едет на Олимпийские игры, прошел отбор. Но сегодня, после шикарного исполнения четверного флипа в каскаде с тройным тулупом, просто какое-то ужасное падение лицом вперед с Луца. Хотя Петя мне уже сказал, что с ним все в порядке, что он не так сильно упал, просто проскользил на животе вперед и сказал не волноваться. Так что, уважаемые болельщики, не волнуемся. С Петей все хорошо. В чем проблема на Луце? Саша Королева, четверного Луца, сейчас объяснит, что же там произошло. Ну, он сразу, там можно даже не разбирать, он сразу вылетел прям под сильным наклоном, и шансов выехать, ну, не было, честно. Вот. Плюс еще он обладает довольно высоким ростом для одиночного катания. Вот мы видим, что немножко у него подломился, толчковая Очень нога страшно. подломилась, да, и вот такое неприятное падение. Но Петя сказал, что По поводу хоть и падений. неприятно, но не больно, это самое главное. Часто выглядит неприятно, но на самом деле нормально. А вот более такие легкие падения иногда очень, и потом больно и ходить невозможно. Марк Кондратюк, который, казалось бы, уже занял эту первую строчку для нас, мы как будто уже так смирились, думаем, ну, все равно у контент попроще у Жени Семененко, Сальхов, Тулуп, там все-таки Луц и Каскад во второй половине. Я уже думал, что все-таки мы с Марком будем здесь общаться. Но для наших зрителей я хочу еще добавить, что мы все на самом деле были уверены, что нам здесь, в Кисенкрае, с Максимом нужно будет разговаривать с Марком Кондратюком, потому что он стоял уже в кроссовках, вот прямо вот рядом с Кисенкраем. Он был готов присесть к нам в студию, но выступил Евгений Семененко и И на занял последней всё-таки- дорожке мы с Женей Да. переглянулись и подумали, что, Поняли, может что, быть, скорее всего, не нужно Марк Кондратюк думать и был. о вопросах для Жени, потому что так здорово он ее прокатал. Ну, как тебе Марк Кондратюк? Его короткая программа «Хава Нагила», которая так полюбилась публике, заводная, тоже зал скандирует практически всю программу, но, тем не менее, Семенко перечеркнул это скандирование. Как тебе Кондратюк? Я считаю, что программа ему очень подходит. Это прям его. Он, как обычно, зажег, откатал. Зал всегда оценивает его катание, потому что, ну, он такой создает шоу. Вот. Ну, по прыжкам тоже все сделал. Видимо, что-то, может быть, по вращениям или в дорожке. Как Да, раз скорее за счет всего, по этого уровням будут вопросы. проиграл. Да, потому что иногда, как мне кажется, Марка все-таки захлестывают эти актерские эмоции. Посмотрите, ну это настоящий актер, настоящий шоумен. И как будто бы за этими эмоциями он перестает следить за техническим выполнением не просто прыжков, а вот вращения перестает считать, в дорожке шаги, дуги не достаивает, не докручивает. В общем, да, за эмоциями тоже надо следить иногда. Еще кого-то отметишь или отпускаем тебя отдыхать? Я, конечно, про Никиту Сарновского скажу. Он вышел как неделю только. И в целом он достаточно хорошо откатал. Да, конечно, жалко Сальхов, но для него это было хорошо, потому что все-таки тоже травмы. Сейчас что-то очень много И травм у поздравляем его с дебютом всех. на Да, взрослом взрослом соревновании. уровне, да.
И классно, что у нас, да, такие дебютанты в этом сезоне. И Артемий Маринин, который уже второй турнир у него подряд после Казани, и он тоже чисто катает свою короткую программу. То есть будущее у нас тоже в мужском одиночном катании точно есть. И оно не за горами у этих ребят. Пожелаем им удачи завтра в произвольной программе. Ну, а теперь у нас на очереди танцы. Обязательно оставайтесь с нами. Мы тоже обязательно с Евгенией Медведевой поговорим о танцах. Возьмем интервью у победителя после короткого танца, ритмического танца, чтобы быть абсолютно профессиональным. Нужно именно так называть эту часть программы. Оставайтесь с нами, смотрите фигурное катание на Первом канале. Миша красавчик просто. Саша, можно тебя спросить, ты высыпаешься? Нет, к сожалению, закончила. А вдруг, да, Саша? Ой, да. Добрый вечер, уважаемые зрители, любители фигурного катания. Добро пожаловать в Москву на ЦСКА-арену. На 4-й этап всероссийских соревнований Гран-при России «Золотой конек Москвы» по фигурному катанию на коньках. Через несколько минут мы начнем соревнования в танцах на льду. Будет представлен ритм-танец. Мероприятие проходит при поддержке Департамента спорта города Москвы. Официальный спонсор соревнований – открытое акционерное общество «Российские железные дороги». Напоминаем вам, что с 17:00 в фойе напротив сектора 202 начнутся автограф-сессии с участием Анны Щербаковой и Евгении Медведевой. Анна Щербакова проведет автограф-сессию с 17:00 до 17:40, а Евгения Медведева с 17:30 до 18:00. Также напоминаю вам, что не разрешается видео и фотосъемка с использованием вспышки. Просим вас выключить звуки мобильных телефонов и не бросать подарки и цветы на лед. Подарки и цветы, вручаемые спортсменам по окончании их выступлений, должны быть полностью завернуты. Благодарим вас за понимание. Представляем вам официальных лиц наших соревнований. Старший судья Алла Шаховцова, Москва. Судья номер 1 Мария Грибоносова-Гребнева, Москва. Судья номер 2 Сергей Чемоданов, Московская область. Судья номер 3 Полина Якобс, Санкт-Петербург. Судья номер 4 Елена Ушакова, Москва. Судья номер 5 Юлия Андреева, Москва. Судья номер 6 Никита Логачев, Ленинградская область. Судья номер 7 Лолита Лабунская, Москва. Техническая бригада, технический контролер Елена Фомина, Санкт-Петербург. Технические специалисты Дмитрий Наумкин, Екатеринбург. И Иван Ведеров, Москва.
Александра Шинкаренко, Михаил Антонов, Москва. Анна Коломенская, Артем Фролов, Москва. Таисия Линчевская, Дмитрий Щербаков, Москва. Елизавета Кириллова, Илья Карпов, Нижегородская область. Александра Прокопец, Александр Васькович, Московская область. Разрешена 5-минутная разминка. Такой прекрасный день на Гран-при России по фигурному катанию в Москве, где проходит 4-й этап этой головокружительной серии. И даже жалко, что он заканчивается, но я думаю, что танцоры, танцы на льду, а именно ритм танца, скрасят нам завершение этого дня, и мы сейчас еще получим свою долю удовольствия эмоционального от катания этих прекрасных людей. На комментаторской позиции Василий Соловьев и чемпионка России по танцам на льду Елизавета Худайбердиева. Привет! Здравствуйте, Василий! Здравствуйте, уважаемые зрители, любители танцев на льду! Первая группа участников уже здесь. Первые 5 пар. Александр Шинкаренко и Михаил Антонов из Москвы. Первая из пар Анжелики Крыловой, представленная здесь. Серебряного призера Олимпийских игр в Нагано. Александра и Михаил в октябре заняли 3-е место на турнире Панина-Коломенкина. Вместе выступают уже 2-й сезон. Ну, необычная программа у них. AC/DC, Aerosmith для их ритм-танца. Такой интересный выбор. Анна Коломенская и Артем Фролов сейчас на наших экранах. 19 лет и 22 года. Партнерши и партнеру. Ребята также представляют тренерский штаб Анжелики Крыловой. Выступали на своем первом этапе в Магнитогорске. И хорошо себя там проявили, очень классно прокатали произвольный танец. Сейчас на ваших экранах потрясающие красавицы Анжелика Крылова и Людмила Алексеева, тренеры первых 2 пар в первой разминке. Будем наблюдать их ритм-танец, тоже очень интересный, на всеми любимую музыку хитов 90-х годов. Тренерская площадка — это просто конкурс красоты какой-то, а не... Это же прекрасно. А не тренерская. Таисия Линчевская и Дмитрий Щербаков также Москву представляют, катаются у Екатерины Волобуевой и Ксении Румянцевой. Мы уже аплодировали им за их танцы под серые глаза и желтые тюльпаны, когда они в Красноярске заняли 7-е место, к сожалению. Вот Ксения и Екатерина на ваших экранах. Ну, на самом деле, не к сожалению, для них это был дебютный этап Гран-при, и это прекрасный результат для этой пары. Сегодня они нас также порадуют своим ритм-танцем, поднимут настроение для всех зрителей на этой прекрасной арене. Так же, как и я уверена в том, что это сделают Елизавета Кириллова и Илья Карпов из Нижегородской области. Они представят свой ритм-танец под мотивы и музыку Мадонны. Сегодня утром я уже видела на тренировке этот ритм-танец. Он оснащен множеством хореографических интересных каких-то находок. Ребята также в этом сезоне первый раз выступают на этапе Гран-при. И они немножко переживают, что такой же танец на ту же музыку исполняют Лоранс Фурне, Бодри и Гийом Сизерон. И просят отдельно сообщить, что они свою музыку выбрали раньше, когда мировые лидеры еще не взяли именно этот трек Мадонны. Мы первые. Я говорю, у вас вот нужно как-то резервировать треки для того, чтобы они не повторялись. Ну, хочется же держать интригу до премьеры сезона. Тоже верно, с другой стороны. Не получится здесь, как на драфте в НХЛ. Ничего не поделаешь. Александр Прокопец и Александр Васькович. Это ребята из Подмосковья, где в Балашихе они тренируются у замечательных наставников Дениса Самохина и Марии Боровиковой в Ледовом дворце имени Ляпкина.
Они также выступали в Красноярске, там были 8-ми. Будут зажигать сегодня под музыку London Beat. Тоже крупнейшая в хитовом отношении композиция, которая первое место достигла в хит-парадах более чем 10 стран. На ваших экранах сейчас справа хореограф группы Дениса Самохина Николай Никонов. Он очень много работает конкретно с парой Прокопец-Васькович, и поэтому выводит сегодня своих спортсменов на старт. Как-то краем глаза заметила, что происходило на разминке. Все в порядке было, без эксцессов. Вроде все в ногах, в тонусе. Надеюсь, что это сохранится на прокатах программ. Ритм-танец представляет пара из Москвы. Александра Шинкаренко, Михаил Антонов. Александра Шинкаренко, Михаил Антонов. Одна из самых необычных программ в ритмическом танце, которую мы видели в этом сезоне. Да, 90-е, да, зажигательный танец, но AC/DC, Aerosmith, Blur молодцы, оригинально подошли. На льду ученики Анжелики Крыловой. Something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You get it? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good. Yeah. That kind of loving turns a man. Сколько раз мы будем видеть катание этих спортсменов, столько раз у меня будет ёкать сердце от разных их элементов хореографии, которые мы видим в их программе. Очень яркая, эффектная пара, и на этом замечательном льду в таком дворце спорта их катание, конечно, выглядит особенно великолепно.
Как по моему мнению, прокат получился в общей картине лучше, чем на прошлом этапе Гран-при для Александры и Михаила. Это было в Красноярске. Как будто бы накатали программу получше спортсмены. Вы сейчас можете видеть, что ребята выглядят несколько расстроенными и потерянными. Давайте послушаем, что скажет тренер. Партнерша ничего-ничего, партнеру молодец. Ну, это связано с тем, что как будто Саша немного то ли затанцевалась, то ли вошла в раж, и случилась ошибка на последнем элементе хореографической дорожки шагов. Стартовый элемент параллельных твизлов, небольшое расхождение. И также вот рановато Александра опустила руки, и из-за этого только третий уровень сложности у нее. Вы помните, Василий, что локти нельзя сгибать до окончания твизла второго. К сожалению, нельзя. Да. Дорожка шагов серии паттерн, второй уровень, это очень неплохо, лучше, чем на прошлом этапе у ребят, поэтому техническая бригада тоже отмечает, что улучшились спортсмены, спрогрессировали в своем катании. Но полностью мы это в оценках увидеть не сможем из-за вот этого срыва на заключительном элементе. К сожалению, да. Вот сейчас мы видим, что Саша споткнулась и упала на колено, несмотря на то, что, как по мне, вторым коленом она не коснулась льда, все равно бригада это расценивает как потерю баланса и равновесия, поэтому на элементе у нас фол. Поэтому 57 баллов. И посмотрим, как они расположатся относительно других участников. Еще одни спортсмены: Анжелика Крылова и Анна Коломенская, Артем Фролов. Совсем недавно блистали на юниорских соревнованиях, но вот уже второй взрослый сезон. И они тоже подошли со всем тщанием к выбору музыки. Это хиты немецкого поп-певца тринидадского происхождения по имени Хадавей. Очень популярный, кстати, был трек в 90-х. What about me?
Качнули, да, в завершении танца публику. В общем, старались поддерживать до самого финала этот темп. И это, конечно, для них сегодня прям испытание. Почему испытание? Ну, мне Вам так в том смысле показалось? выложились. Выложились, отдали всех себя. Разве у вас не каждый танец испытание? Нет, каждый танец — это наслаждение. Как же это может быть испытанием? Твои заветные 3-4 минуты на льду, когда вся публика смотрит на тебя, и ты показываешь все, что ты умеешь. Конечно, это наслаждение, и мне кажется, именно это испытали они. Артем сегодня... Ты же сказала, испытали. Я тебя Хорошо, подловил. Василий, я не буду спорить с вами. Давайте. Сплошные поздравления и Ну, приятные слова. Конечно, Анжелика Алексеевна Крылова довольна, потому что на прошлом этапе все болельщики Анны и Артема наверняка помнят, что ребята ошиблись на секции твизлов, и из-за этого после ритм-танца были не на тех позициях, на которых могли бы находиться. И сегодня конкретный элемент твизлов получился очень здорово. И хочется отметить, на самом деле, похвалить Артема, насколько он спрогрессировал в части артистизма за этот короткий достаточно промежуток. Всего несколько недель прошло с этапа Гран-при в Красноярске. Но я вот вижу эту энергию, которая в нем появилась. Он всегда отличался харизматичностью в этой паре. Но сейчас как будто бы они вот с Анной по вкладу энергии находятся на одном, скажем так, уровне. Ну вот это вот вообще очень крутое движение. Ребята, мне кажется, кайфуют от этой программы. Откуда эта энергия появляется? Из работы с хореографом какой-то усиленный в зале или что? Или ты ищешь какое-то настроение? Мне кажется, из себя? работы с самим собой. Понимание, зачем ты это делаешь, для чего и как ты хочешь, чтобы это выглядело. Всем привет. То есть иногда даже переосмыслить что-то, может быть, помогает, чтобы по-другому отнестись к танцу. Очень интересно. Они, конечно, впереди. На данный момент 68-74 их результат. Прекрасная команда. Таисия Линчевская и Дмитрий Щербаков готовятся исполнить ритм-танцы под хиты Наташи Королевой и Игоря Николаева. Она из Санкт-Петербурга, он из Ростова, тренируется в Москве с Ксенией Румянцевой и Екатериной Волобуевой. И эти мелодии, которые мы сейчас услышим, они одновременно и трогательные, и очень забавные. Карамели ночных витрин отражают свет суетливых машин. Знаю я, что в одной из них едешь ты ко мне в нашу ночь на двоих. Огонек такси рядом с домом подмигнет, как старый знакомый. И как прежде я открою дверь. Серые глаза мне хотят сказать то, что ты со мной мечтаешь встретиться опять. Серые глаза мне хотят сказать то, что ты со мной мечтаешь встретиться опять. Желтые тюльпаны, вестники разлуки, цвета запоздалой утренней звезды, желтые тюльпаны помнят твои руки, помнят твои губы, строгие цветы, строгие цветы. Высохли фонтаны, лето кончилось нежданно,
помнят твои губы, строгие цветы. Дельфины, русалка, сюжет этой песни твоя подсказала гитара. Дельфины, русалка, они, если честно, не пара, не пара, не пара. Дельфины, русалка, они, если честно, не пара, не пара, не пара. С точки зрения публики, безошибочный выбор композиции. Все счастливы, аплодируют половину программы и радостно визжат по завершении катания. Значит, попали в аудиторию. Ну, конечно, для публики, для зрителей, я думаю, что хиты Наташи Королевой — это время молодости, такая ностальгия. И, конечно, эта музыка очень нравится зрителям, и поэтому так ребята и понравились сегодня тем, кто находится на трибунах, в зале, на нашей прекрасной арене. Молодцы, очень неплохо, говорит Екатерина Валерьевна Волобуева. Ну а когда тренер доволен, значит, действительно все было очень здорово. Что касается уровней сложности, прекрасно была выполнена поддержка на хорошие надбавки судейские, 4-й уровень, поддержка по прямой. Чуть дело похуже обстоит с дорожками шагов и типа partial танца и параллельной дорожки. Также вот сильное расхождение было на твизлах, и как будто бы расстояние тоже можно поближе. Обычно ребята делают ближе этот элемент и на тренировках, и на прошлом этапе своего гран-при. Тренер Андрей Филонов даже подпевает, вы смотрите. Да, тренерам, я думаю, тоже нравятся очень эти композиции и программы своих спортсменов. Ну, очень артистично. Вот это характерное движение «рыбка», так называемое, под мотивы «Дельфин-русалка». Я думаю, что это такая еще небольшая пасхалочка для зрителей и судей. Молодцы, отыграли все нюансы в своей программе и действительно справились с многими уровнями сложности. Таисия Линчевская, Дмитрий Щербаков вторые на данный момент, отстают на 4 балла, на 6 баллов от Коломенской и Фролова. Елизавета Кириллова и Илья Карпов тренируются в Нижнем Новгороде у Кирилла Коновалова. Кстати, любопытно, 15 лет жизни Елизавета посвятила выступлениям в ансамбле народного танца «Пионерия». Да, вот сейчас они будут отрываться под Мадонну. А иногда бывает наоборот. Things haven't been the same since you came into my life. Till you shared your secret with me. Something's coming up.
Молодцы ребята, очень старались. Конечно, мы видим разный уровень катания там, по скорости, можно заметить по тому, как одни элементы выполняются на скорости, другие более статично. Но, во-первых, они поднимают катание в регионе. Во-вторых, они очень серьезные ребята, учатся, занимаются какими-то разными другими вещами еще в развитии своей жизни. Так что вот так вот выйти и выступить перед таким огромным умопомрачительным залом, это тоже нужно иметь огромное мужество. Молодцы. Да, конечно, ребят хочется похвалить, потому что подготовить программы к сезону, совмещать, они достаточно взрослые спортсмены, и совмещать, тем более развивать тем самым в своем регионе танцы на льду, это заслуживает, конечно же, отдельной похвалы, и мне очень нравится, как детально подошла Елизавета к эскизу своего костюма. Очень интересная задумка, красивый цвет. Может быть, я немножко смущена нижней частью, но очень здорово, что спортсмены так серьезно подошли, раз уж взяли такую серьезную музыку и очень яркие композиции Мадонны. Твизлы только первого уровня у Елизаветы. Полагаю, что из-за того, что нога падала в первом твизле и во втором твизле наверняка что-то не заметили, точнее не нашли техническая бригада. Но я не просто так отметила, что много хореографических каких-то историй, и вот та самая дорожка, очень много движений, характерных для вога, современного стиля танцев. Так как вот вы, Василий, сказали, что Елизавета 15 лет, да, протанцевала? Да, в Нижегородском танцевальном коллективе ансамбль народного танца «Пионерия». То есть спортсмены понимают, насколько детальная проработка хореографии важна для Сейчас программы. учится в университете, вот, например, она на спортивного менеджера. Молодцы ребята. На данный момент у них последнее 4-е место с серьезным отставанием. Это объяснимо по набору элементов. Ну, а все остальное мы вам сказали, рассказали. Александр Прокопец и Александр Васькович. Денис Самохин и Мария Боровикова тренируют эту пару в Балашихе в спортивной школе имени Ляпкина. 4 года вместе Александра и Александр, скатанные, лихие, красивые, взяли для своего ритм танца Лондон Бит. Я так понимаю, будут зал заводить. So in love, heartless.
заводно, с чувством. Даже иногда захлестывали, мне кажется, эти их чувства в танце. А у меня сердце хватало, вот когда я поддержку эту смотрел, так много было такое, она была насыщенной, что я боялся, вот успеют они или не успеют в эти пресловутые ваши 8 секунд. Но вроде ничего тут не отмечено в судейском протоколе, который мы видим на мониторах своих. Значит, успели. Да, будем надеяться, что успел Александр довращать за 8 секунд поддержку. Но это единственный элемент не на пересмотре сейчас у судей, судя по мониторам. Да, потому что пока горит второй уровень твизлов для партнерши, четвертый для партнера, естественно, бригада будет пересматривать, чтобы убедиться, действительно ли это был второй, можем ли мы повысить, или вдруг надо еще что-то найдется и придется еще понижать. Дорожка шагов второй уровень. Сейчас мы можем видеть первый твизл, постоянное движение рук, нога в сторону, не ниже 30 градусов. Поздно Александра взяла черту, руки вытянуты перед собой. За полоборота нужно принять положение для того, чтобы засчитали это как сложная черта для повышения уровня. Поэтому у нее второй получился, да? Да, и, видимо, что-то еще нашли. Я думаю, что, может быть, нога падала все-таки в первом твизле. Нет, вот, видите, повысили третьего. Повысили, да. Но понизили дорожку до первого. И вот, конечно, вот этот интересный очень вход. Постоянно куда-то Александр поднимает, опускает, неожиданно так. Не понимаешь, в какой момент начнется эта поддержка. Да, и в какой момент она закончится. Из-за этого волнуешься, успели, не успели. Достаточно строго сегодня судят техническая бригада, потому что практически у всех первые уровни дорожки шагов в позиции partial step, типа паттерн дорожки шагов. У ребят тоже первый уровень. Вот это спотыкание, оно было на каких-то шагах или на хореодорожке? На хореодорожке все-таки, да? Удержалась Александра за партнера. И они занимают второе место с отставанием в 3,5 балла от Коломенской и Фролова. И на этом первая группа участников закончилась. Ждем следующую. Встречаем на льду вторую группу участников. Екатерина Рыбакова, Иван Махноносов, Москва. Варвара Жданова, Тимур Бабаев, Смирнов, Москва. Софья Шевченко, Андрей Ежлов, Москва. Василиса Григорьева, Евгений Артющенко, Москва. Александра Степанова, Иван Букин, Москва. Разрешена 5-минутная разминка. В следующей группе участников в танцах на льду, в ритм-танце на Гран-при России по фигурному катанию в Москве мы увидим Александру Степанову и Ивана Букина. Они будут завершать сегодняшние соревнования. И, конечно же, все внимание приковано к ним, а также к тем спортсменам, которые их окружают. Ну, не знаю, интригой, может быть, не столько соревновательной, сколько какой-то, может быть, эмоциональной. Есть ли возможность обогнать Александру и Ивана на этих соревнованиях у кого-то? Возможность есть всегда. Мы никогда не можем, мы не видим будущее, мы не знаем, как спортсмены выступят и как откатают свои ритм-танцы, но интрига будет точно не только эмоциональная, но и соревновательная, потому что вот я лично наверняка не могу сказать, вот кто будет сегодня вторым после ритм-танца. Все пары, которые сейчас выступают, точнее разминаются в этой группе, во второй разминке, они могут, в зависимости от того, как выполнят свои обязательные шаги, свои обязательные элементы и как выложатся во время ритм-танца, от этого будет зависеть, кто сегодня будет вторым, кто будет замыкать тройку лидеров. А на ваших экранах сейчас Татьяна Анатольевна Тарасова и Елена Анатольевна Чайковская.
наши мэтры фигурного катания следят за прекрасными танцорами. Великие тренеры, великие люди, потрясающие совершенно, которые всем нам дали так много, что это не переоценить. Кататься первыми в этой группе будут Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов. Тренируются у Светланы Алексеевой и Елены Кустаровой. На взрослый уровень вышли в прошлом сезоне. Хорошо себя проявили на своем первом этапе Гран-при. Выступали спортсмены в Красноярске. Да, заняли 4-е место. Варвара Жданова, Тимур Бабаев, Смирнов. 19 лет Варе, 22 года Тимуру. Одна из самых ярких программ этого сезона. В этом мы убедились тоже на турнире в Красноярске. И ребята будут выступать под хиты Валерия Леонтьева. Аладдина Казанова. Не знаю, сколько вы запомните из тех пар, которые сегодня будут выступать, но эту с их танцем запомните точно. Немножко так вот Степанова и Букин отодвинули сейчас. Но мы делаем свои элементы и не подступиться к ним, да? Это, кстати, определенная вообще психология того, как спортсмены ведут себя на разминках. И на чемпионате страны точно будут такие вихри витать во время разминок сильнейших танцоров. Мне разные, конечно, истории рассказывали фигуристы по этому поводу. Обязательно как-нибудь надо будет эти байки потравить. Софья Шевченко и Андрей Ежлов тренируются у Елены Масленниковой и Ильи Авербуха. Вот они здесь вместе. Также Беттина Попова сейчас находится рядом с Еленой Масленниковой. Полагаю, что Беттина начала работать с этими спортсменами. Илья Изяславович очень переживает за своих танцоров, лучших танцоров своей группы. Мы желаем тополиному пуху сегодня случиться так, как нужно. Да, Илью мы только впервые здесь, в Москве, увидели на соревнованиях. Это всегда очень интересно посмотреть, как тренерская работа развивается тоже. Василиса Григорьева и Евгений Артющенко, действующие чемпионы России среди юниоров, также ученики Кустаровой и Алексеевой. Вместе с Светланой Львовной и Еленой Владимировной стоит еще и тренер по акробатике Дмитрий Ионов. Также... Это Денис. Ой, Денис Ионов, да, прости, Денис, я говорил. простите, пожалуйста. Да, мы знакомы 1000 лет. Просто... Дмитрия Ионова мы сегодня тоже увидим, а сейчас на наших экранах был Денис Ионов, брат Дмитрия. Александр Степанов и Иван Букин. Ну, тут я даже не знаю, нужны ли слова. Наши прекрасные действующие чемпионы страны, ребята, которые будут кататься под музыку Майкла Джексона со своим ритм-танцем. Уже все размяли, просто находятся в атмосфере и готовятся к своему ритм-танцу. Самая большая команда. Петр Дурнев, Александр Жулин, Дмитрий Ионов и Сергей Петухов сейчас на ваших экранах. И разминка закончена. Танец представляет пара из Москвы Екатерина Рыбакова. Чемпионы Москвы этого сезона Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов. В шаге от пьедестала они остановились на турнире в Красноярске. Драйвовые хиты Джона Бон Джови им в помощь во время исполнения ритм-танца. I'm broken like an arrow in his
gotta keep the faith. Come on, think so, preacher, I'll come back another day. All that I want is to be a rolling stone. They don't understand what we all know. Lord, you know it feels so good. We ought to be illegal. I got my vaccination from a photograph needle. I never go and I never go. Blame it on the love of rock and roll. Blame it on love. Blame it on the love. Blame it on the love of rock and every song I've sung, blame it on love. Every war I've won, blame it on love. Everything I've done, blame it on the love. Blame it on the love of rock and roll. Blame it on love. Blame it on the love of rock and roll. Хорошая программа, славное катание Екатерины Рыбаковой и Ивана Махноносова. Все довольны, и тренерская группа, и ребята сами ощущают хорошо выполненную работу. А тем временем президент федерации тоже на работе и тоже все время держит руку на Консультируется с пульсе. Еленой Анатольевной Антон Тарелевич сейчас Да. Касаемо... А мы не можем знать. Может быть, Да, и не про касаемо, танцоров, вот кстати. именно, да, всё, что Касаемо угодно кого, там может но быть. наблюдает, конечно, за сильнейшей разминкой танцоров. Яркий прокат Екатерины и Ивана, с чем мы их и поздравляем. Давайте послушаем, что скажет тренеры. Хотели шепотом Тяжеловато. сказать тяжеловато, Но мы все мы слышали. все слышим, да, мы на Первом канале. А мне не показалось, что было тяжеловато. тоже. Мне показалось, что было хорошо. Тренеры, конечно, Потому что всегда... профессионал. всег- Ему тяжеловато, а мы ничего не видим. Ну да. Я, наверное, думаю, что тренеры имеют в виду тяжеловато. Связывая это с тем, что во второй половине программы хотелось чуть-чуть, чтобы было побольше скорости, но я уверена, что ребята с этим аспектом справятся к следующим соревнованиям. Твизлы были на очень близком расстоянии, с хорошей синхронностью, параллельностью. Мне понравился очень этот элемент. 4-й уровень для обоих из партнеров техбригада установила. Дорожка шагов параллельная 3-го уровня для партнерши и 2-го уровня для партнера. Ребята уже зарекомендовали себя и на прошлых соревнованиях этого сезона, да и прошлого тоже, как хорошие исполнители сложных поворотов и очень техничной пары. Ну а в штабе Алексеева и Кустарова это всегда являлось главным показателем качества конька. Максимка, полтора, с днем рождения. Макс, с днем рождения. Федя, с днем рождения. Поздравляет Максим с днем рождения. Екатерина и Иван набирают баллов достаточных для того, чтобы на 5 баллов, ну на 4,5 обогнать Коломенскую и Фролова. Ну а сейчас забудьте все, что вы видели в своей жизни, и готовьтесь подпевать, танцевать и наслаждаться жизнью, потому что это Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов с программами с программой с ритм-танцем под Валерия Леонтьева.
господин. Я веселый джин, Алладин-дин-дин. Алладин, я веселый джин, сам себе я господин. Алладин-дин-дин. Алладин, Алладин-дин-дин. Я веселый джин, Алладин-дин-дин. Алладин, я веселый джин, сам себе я господин. Сам себе я господин. В ноль часов двери век распахнутся вдруг. Я войду, разорву ваш привычный круг. Уведу, украду чудо грешных рук. Казанова. Карнавал, карнавал, в этот поздний час настоящий скандал среди знойных глаз. Это я все смешал, заморочил вас. Казанова снова заводит меня. Танец ночного огня снова заводит меня. Танец ночного огня. Я одинокий бродяга любви Казанова. Вечный любовник и вечный злодей Тертьев. Но соблазнять не устану я снова и снова. Так и останусь бродяга один Казанова. Ой, ну просто браво, ну спектакль. Я не могу. Все здесь сидят за столом президиума. Президент Федерации Антон Сахарулидзе, Татьяна Анатольевна Тарасова, Елена Анатольевна Чайковская. Все улыбаются, смеются, аплодируют. И весь зал, конечно, в восторге. Вот прошлый сезон так у них вылетел там, да, из-за травмы. Серьезная много травма была потеряли у Аваара. времени. Но вот сейчас, ребята, давайте, отрывайтесь, работайте, получайте свои баллы и, конечно, радуйте публику. Вот, им овации, молодцы. Да, спасибо большое Варе и Тимуру за этот ритм-танец, что они не побоялись взять такую тему, потому что я честно, вот как спортсменка, я не представляю, сколько энергии затрачивается за эти 3 минуты. Как он еще и последнюю часть откатывает и оттанцовывает. Тренеры уже как будто бы привыкли, видимо, к этой программе, но нам она, конечно, безумно нравится. Я Это боялся, когда она эмоциональность. начиналась, думаю, вдруг мне не понравится так же, как в прошлый раз. Нет, как будто бы стало еще даже лучше, и это понятно. Прошло время, ребята накатали программу. Конечно, эта пара борется с шагами. Может быть, у них не такое высокое мастерство катания, да, и это будет отражаться в компонентах программы. Это должно отражаться в компонентах программы. Конечно, они знают свои проблемные зоны, скажем так, но то, как работает эта команда и этот штаб, и эти спортсмены, это заслуживает неимоверного уважения. И Тимур еще и, мне кажется, может, в принципе, взять приз за самые дотянутые ноги и колени в сборной команде, потому что
то, как работает свободная нога у спортсменов, это заслуживает похвалы отдельной. И в прошлый раз на этапе Гран-при не получилось немножко с поддержкой, был небольшой срыв. Сегодня все произошло так, как, видимо, было запланировано. Они набирают достаточное количество баллов, чтобы занять второе место вслед за Рыбаковой и Махноносовым. На льду Софья Шевченко, Андрей Ежлов, Москва. Ученики Елены Масленниковой и Илья Вербуха. На льду это Софья Шевченко и Андрей Ежлов. И снова хорошо знакомые вам мелодии «Ночь» Губина и «Тополиный пух» Иванушки Интернешнл. Говорить, что я все готов простить, и обид не помню я. Но ты же знаешь все равно, что в душе моей темно, если рядом нет тебя. Ночь, ожидание, холод, боль, словно я раскован, я ничего не вижу, сам себя я ненавижу. Вновь слезы ниоткуда в кровь, я кусаю губы, все, что мне сегодня надо, просто быть с тобою рядом. Ночь, что за странная свобода, от заката до восхода, ждать тебя, надеясь вновь. О, день, я прошу тебя, не надо, от восхода до заката, говори мне про любовь. Ласковое море, трогаешь ладонью. Тополиный пух, жара, июль, ночи такие звездные. Ты поймешь, что первый поцелуй — это еще не любовь, это лишь такой закон противоположности. Тополиный пух, жара, июль, ветер уносит в небо. Только ты не веришь никому, ждешь ты только снега, снега, снега. Тополиный пух, 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 тополиный пух. Тополиный пух, жара, июль, ночи такие лунные, а соленый ветер с моря дул, унося с собою мысли грустные. Тополиный пух, гроза, белые хлопья снега, и любовь к тебе пришла этим снежным летом, летом. Публика в шоке. Сальто. Софья Шевченко, Андрей Ежлов завершают свой танец. Вот сложную все-таки задачу дает Международный союз конькобежцев на ритм-танец. 90-е, дискотека. Это вот, мне кажется, ребрами не передашь. Обязательно должны быть какие-то прыжки и подпрыжки для того, чтобы по-настоящему дать публике настроение. Ну, безусловно, в этом и мастерство танцоров должно отличаться от... Оценятся ребра все время. Ну, и нужно совмещать. Да, ну они, не так уж и по-моему, много поворотов. Например, в дорожке шагов паршал танца нужно сделать всего 4 обязательных поворота за целый круг. Представляете? Это не так уж и сложно. Все остальное можно подпрыжками сколько угодно. Касательно проката ребят.
Молодцы, умница. Молодец. Андрюш, умница. Тренеры довольны, это тоже очень хороший знак. Практически другая программа. Ну, вот если смотреть с профессиональной точки зрения, абсолютно другой. Переделали полностью первый элемент, partial step, дорожку шагов, паттерн танца. Совершенно другое расположение элементов, другие шаги. Поменяли полностью поддержку. Прекрасно сейчас на повторах нам показывают хорошо исполненные твизлы на близком расстоянии, синхронно. Как раз-таки появилась вращательная поддержка в тот момент, когда на прошлом этапе Гран-при мы видели поддержку по прямой. Заход на параллельную дорожку шагов снова поменялся. В общем, рисунок танца изменился. И как ребята это успели сделать, конечно, это заслуживает огромной похвалы. Накатали программу. И действительно, по моему личному мнению, так и выглядит гораздо лучше, качественнее. Ну и, естественно, сальто фирменное. Завершение программы от Андрея Ежлова, которая всегда воспринимается публикой на ура. А какова цель такого перекраивания программы? Ребята, я думаю, проанализировали свое катание на первом этапе Гран-при, оценки, судейские надбавки. То есть так будет работать лучше, было принято решение, правильно? По их мнению, да. Мы будем смотреть и следить за их результатом. Третье место на данный момент, и они уступают Ждановой и Бабаеву-Смирнову. Василиса Григорьева и Евгений Артющенко, ученики Светланы Алексеевой, Елены Кустаровой. Рики Мартин будет их темой. Ритм танца. Un pasito para adelante, María. 1, 2, 3. Un pasito para atrás. María, un pasito para adelante, un pasito para atrás. 1, 2, 3, un pasito para atrás. When you feel the heat, the world is at your feet.
Василиса Григорьева и Евгений Артющенко, недавние юниоры, еще действующие чемпионы России среди юниоров, теперь во взрослом катании и радуют нас такой мощной программой. Да, поздравляем ребят с дебютом на взрослом уровне. Это их первый выход на соревнования взрослой серии Гран-при. Первый этап у спортсменов. Мы их ждем также еще и в Омске. Завели, мне кажется, зал. Всем понравилось. Рики Мартин всегда очень на ура воспринимается публикой. Нужно только поддержать шагами и элементами, быстро-быстро выполненными. И эмоциями, вложенными в танец. Ну, пара, естественно, скатанная. И чемпионами страны среди юниоров просто так не становится. Да, Мы очень рады, что мясорубка. спортсмены продолжили кататься вместе во взрослом катании, потому что были разные там моменты. Но мы очень рады и счастливы их видеть на льду вместе. Тут дорожка. Проходи кофту одевай. Ну, какие-то свои детали там говорит Елена Владимировна Кустарова про дорожки, но молодцы, собрались. То есть спортсмены, я уверена, что переживали. Стартовый элемент твизлы, секция твизлов, согнутый локоть в конце был у, мне кажется, что был у Василисы и у Дени тоже. Да, ребята ставят третий уровень для обоих партнеров. Но мне очень нравится взаимодействие этой пары, мне очень нравятся различные какие-то совмещения хорошего конька и реберного катания с акробатическими, хореографическими элементами. Поддержка по прямой в сложном положении кораблика у партнера и очень активный такой неожиданный выход прыжком партнерши на одну ногу. И как раз вот сейчас нам показывают хореографическая дорожка шагов, которая должна быть выполнена постоянно в контакте. То есть ни в коем случае нельзя даже на долю секунды перестать держать партнера и выполнить в этой хореографической дорожке такую пролаз через ноги. В общем, это достаточно рискованно и тоже заслуживает отдельной отметки. Молодцы, ребята. Ну, акробатика в фигурном катании, особенно в танцах, конечно, сейчас на сумасшедшем уровне. Именно почему мы отмечаем работу братьев Ионовых, Дениса и Дмитрия, в двух тренерских группах. Это чемпионы по акробатике, и они знают, они, наверное, лучше всех на свете. И вот как-то влились в свое время в фигурно-катательную семью и с тех пор помогают ребятам. И уже, я уже думаю, что они уже переродились уже в каких-то таких специалистов фигурных катателей. И не раз уже переродились, это правда. Не один раз. Третье место и отставание от Жданова и Бабаева-Смирнова. Всего балл. Все очень плотно. А впереди катание спортсменов, которые не нуждаются в представлении. Александра Степанова, Иван Букин. Школа Александра Жулина. Здесь самые титулованные, самые взрослые, самые мощные, самые-присамые спортсмены. Мы ждем от них, конечно же, очередного наслаждения.
Аплодируем вместе со стадионом. Такая мощь, такая амплитудность. Прям фотография на память, то, что сейчас всегда вот происходит настолько эмоционально и в тренерском штабе, и здесь на льду. Ой, такая хореография. Мне очень нравится, конечно, как катается эта пара. Я все уже вот второй раз мы смотрим этот ритм-танец в наших трансляциях. Я не могу подобрать правильное слово или несколько определений их танцу. Я его обязательно найду ближе к концу сезона, но вот сейчас просто в восторге. Да, я тоже получила удовольствие от сегодняшнего катания Александра и Ивана, естественно. И мне кажется, что любому зрителю невооруженным глазом будет видна та работа, которую провели ребята, в первую очередь над физикой относительно предыдущего проката танца. Спасибо. Ванюша. Ну, конечно, тренеры благодарят за хорошее катание и выступление спортсменов. Конечно, сегодня этот прокат был гораздо увереннее и чище и скоростнее, синхроннее, ежели это было в Красноярске, с чем мы поздравляем ребят. Программа действительно в высоком темпе, в большом ритме, и это сложнее, чем любые какие-то более мелодичные истории. Третий уровень дорожки шагов стиля паттерн танца. Легендарные уже, скажем, что твизлы Александра Степанова и Ивана Букина, которые выполнены на 4-й уровень для обоих из партнеров. Дорожка шагов параллельная 2-го и 3-го уровня. Я с удовольствием буду наблюдать за развитием наката, скажем так, этой программы, потому что, конечно, как и всем спортсменам, под конец в таком высоком темпе уже тяжелее кататься, но вот та эмоциональность, которая сохраняется с первых секунд до последней, и от Саши, и от Вани, скорость меня очень радует, конечно. Я очень люблю смотреть и наслаждаюсь катанием этих спортсменов, как и все зрители, мне кажется. Мне нравится стиль, на который они сделали ставку в этом сезоне. Вот этот современный, мощный такой, прям... И он такой какой-то не похожий ни на какой другой Майкл Джексон. Не похожий, да. Я найду описание этой программы, их стиля. Мы даже с Ваней Букиным на эту тему разговаривали. Но найдем эпитеты ближе к концу сезона. 11 баллов преимущества Александра Степанова и Иван Букин впереди. А затем, как и предрекала Елизавета, очень плотное положение нескольких пар, и как они распределятся по итогам произвольных танцев. Это большой и большой вопрос. Это мы с вами узнаем завтра. И смотрите на первом трансляции первыми и в прямом эфире. А впереди, конечно же, интервью с лидерами, которые возьмут Евгения и Максим. А мы с Елизаветой прощаемся с вами. До завтра. До завтра, дорогие зрители. Яркую точку в первом соревновательном дне поставили наши замечательные танцоры. Буднично, но очень громко для зрителей откатали свой ритм-танец Александра Степанова и Иван Букин, которые знают все возможные вопросы, которые я им задам. Поэтому просто слово ребятам. На самом деле просто хочется поблагодарить прекрасный дворец СК-арену за его прием. Москва, спасибо тебе огромное. Было невероятно приятно кататься под такие аплодисменты. И неважно, сидели вы здесь на трибуне или смотрели по телевизору, мы получили удовольствие. Спасибо вам огромное. Саш, тебе есть что добавить? Или, как всегда, согласна с Иваном? Я, конечно, согласна с Иваном, но действительно выступать, когда тебе аплодируют именно внутри программы, поддерживают именно в такт музыки, это, конечно, очень классно, подбадривающе. Поэтому, спасибо огромное зрителям. Было очень здорово, и я честно могу сказать, что я очень сегодня довольна нами с Ванькой, потому что мы сделали небольшой шажочек по сравнению с Красноярском. То есть мы в эмоциональном плане
сегодня было лучше, поэтому я очень рада сегодняшнему дню. Ваня, мне показалось, или диктор в конце, уже после вашего выступления, тебя объявил как Иван Энергия Букин? Это твои проделки? Да, я даже не знаю, кто это сделал, но я увидел его глаза. Нет, на самом деле, я ничего не просил, просто, видимо, как-то вот так ко мне это прижилось. Еще, кстати, недавно вышел небольшой кусок, где вот сейчас мы после вчерашней тренировки давали интервью, где я там невероятно пытался рецепт донести, да. Вот, наверное, к этому все и пришло. Ну, вообще эмоционально, как вам сегодня каталось? Потому что, ну вот, если честно, я впервые видела ваш этот танец вживую. Мне очень понравилось, но мне показалось, что это для вас некий эксперимент все-таки. Майкл Джексон достаточно ответственная тема. Много фигуристов действительно и по всему миру, и у нас в стране катаются под сборники песен Майкла Джексона. Как вам вообще этот образ? Ну, начну, наверное, с того, что Ваня очень давно мечтал покататься под Майкла Джексона, и все-таки в этом сезоне мы наконец-то исполнили его мечту, и поэтому работали над ней очень-очень кропотливо, и будем еще работать, потому что работы очень много мелких движений, потому что наш танец ставил Петр Чернышов, и мы немножко пошли не по сценарию в плане именно танцев Майкла Джексона, то есть каких-то таких характерных движений, как он делал это в свое время. У нас, ну, наверное, может быть, 2 движения во всем танце, то есть как бы у нас все равно немножко другая хореография, она мелкая, она под очень много акцентов расставлена, и поэтому, конечно, еще далеко до идеала, поэтому будем прибавлять, будем нарабатывать ее. Я думаю, что не раз еще встретимся с постановщиком, с нашим любимым Петром, вот, и будем все вместе отрабатывать. Я уже второй раз вижу этот танец, и могу вам сказать, что гораздо лучше. То есть, если в прошлый раз мне все понравилось как обычно, но я так подумал, ну, спорно, может быть, для Саши с Ваней, ну, спорно, вроде бы они всегда такие романтичные какие-то, такие, ну, вот прямо шерочка с машерочкой, все их любят, а тут такая агрессия, движение, то сегодня прям как будто это все было. Вы как-то пересмотрели повторы соревнований и решили взять себя в руки и все переделать, сделать все еще в 2 раза мощнее, или просто приходите постепенно в форму? Во-первых, конечно, мы не то что пересмотрели, мы прям досконально изучили наши повторы, и это в любом случае обязательно, потому что ты выходишь на старт, ты сам себя не видишь, тебе надо обязательно посмотреть, что ты там натворил. И в Красноярске, правда, был не лучший прокат, и мы сами были очень недовольны. Даже, мне кажется, да, вот. И мы приехали домой, мы вообще не отдыхали, мы сразу пошли на лед. И много работали над эмоциональной составляющей, потому что нам очень сильно показалось, что мы прям просели, и не было вот этой энергии, которую всегда выдавал Майкл, и мы должны были это выдавать. Ну вот... И сегодня мы гораздо больше довольны нашим прокатом, но я уже понимаю, где я не доработал, где я мог, где мы проходили, чтобы я был сильнее. Сегодня было для меня такое как бы лучше, чем Красноярск, но не лучше, где можно прям вот себя похвалить. Но если короткий танец для вас немного, ну, как даже, возможно, много вызывает именно ощущение того, что вам нужно работать еще. Так, произвольный танец у вас совершенно вообще невероятный. Мне мега понравилось. Вот ваши планы на завтрашний день. Женечка, спасибо большое, но произвольный очень тяжелый, и это тоже вообще не отменяет ни секунды, что мы можем, знаешь... Так я и не говорю, что простой, я говорю, что невероятный. В плане того, что, знаешь, мы не то, что мы работаем только над коротким, да, мы приехали и еще больше работали, знаешь, как бы короткий, понятно, там были ошибки, там понятно, знаешь, там неправильная рука, а произвольный, это, знаешь, это такая цельная история, и если где-то ты выпадаешь, все, ты, ну, как бы, и ты теряешься, и зритель не понимает, что происходит. И, так что вот здесь вот, мы, знаешь, мы приехали и просто с горящими глазами после Красноярска начали все работать, прокатали еще раз, посмотрели. Были довольны. Завтра будем стараться показать то, что сделали на тренировке во вторник.
В Красноярске состав в танцах на льду был так помощнее, прямо скажем. То есть там были те пары, которые вот-вот готовы вам там на пятки уже наступить и в затылок дышат, и вы там были в конкуренции. Здесь как будто бы поспокойнее, все-таки не обижая других ребят, но вы на другом абсолютно уровне среди тех пар, которые здесь участвуют на этом этапе. Что легче, выходить, когда все-таки есть этот нерв борьбы и нет права на ошибку, или контрольный прокатик и с медалями домой? Во-первых, я, конечно, хочу пожелать здоровья ребятам. Они получили травму, Сонька с Данькой, и мы понимаем, что это вот так вот очень сложно, когда ты получаешь какие-то вот... Вроде все хорошо, а вот происходит такая как бы... Ну, не трагедия, а просто неприятность. Так что мы здоровья желаем ребятам, пусть выздоравливают и скорее выходят. Но я тебе честно скажу, вот по твоему вопросу, мне легче кататься, когда есть большая конкуренция, потому что здесь я выходил и нервничал. Потому что самое, наверное, тяжелое — это соревноваться с самим собой. Вот прям вот так, понимаешь? Когда ты вот выходишь и понимаешь, что тебе надо здесь сделать лучше, чем ты сделал это... неделю ранее. И это, конечно, меня вот немножко, знаешь, я Саше, я говорю, я вышел даже, я такой: Саш, я немножко потерян. Так что ты меня она там что-то мне шуточки, там прибауточки, у нас КВН. Ну и вот весело. Я на самом деле просто наблюдал, как вы выйдете на лед, и я вижу, Саша выходит в кофте, оглядывается назад. Я говорю, Саша смотрит, мне вообще выходить или, может, уже не надо? Такая абсолютно с ленивым взглядом, что-то обернулась, проехала. А Ваня стоит себя по ногам, хлопает, настраивается. Я думаю про себя: Вань, ну настолько? Да, слушай, да. Ну да, на самом деле в Красноярске просто я могу сказать такую же историю точно про себя, потому что в Красноярске была я более не уверена, потому что это был наш первый показ наших вообще программ, и это были сразу соревнования, то есть для меня Красноярск был нервный. Здесь у меня как на волнах, меня то очень спокойно, я задавалась вопросом, думаю, так, ну как-то слишком, то потом ты себя как будто вот этим нагнетаешь и думаешь, ну как бы родные стены, здесь пришла там семья, пришли все, кто за тебя болеет и так далее. И ты вот этим нагоняешь. То есть, ну вот реально на волнах, но сегодня более-менее, я думаю, что мы справились. Саня точно была вообще конфеткой. Я такой, знаешь, уже развернутый фантик. Мне не хватало собранности. Ну что ж, конфетка и фантик, я вас долго не буду задерживать. Завтра мы вас увидим в произвольном танце. Спасибо. Уверен, он будет шикарным, как всегда. Наш соревновательный день сегодня подошел к концу. Завтра обязательно подключайтесь, смотрите фигурное катание на Первом канале. Мы с Женечкой с удовольствием для вас поработаем, а ребята для вас покатаются.